Друзья, всем привет! Вы на канале BLStream, с вами Михаил. Плановая трансляция по игре Assassin's Creed Odyssey. У нас 19 серия, 19 стрим прохождения. Проходим, мы добрались до Олимпийских игр. Будем участвовать, как нам сказали. Анквилат, по-моему, или как его там зовут-то. Ну что, говорит, атлет утонул, у акулу сели. Давай, говорит, на его место. Атлет, да, на той самой аватарке. Приятного всем просмотра, хорошего дня вам. Отличное настроение. Вот, будем бахать, чилить, проходить, отдыхать. Так. Задание. Соревнование можно найти в Элиде, долине Олимпии, к северу-востоку от алтаря Зевса. Так, деревня... долина Олимпия, да, у нас вот здесь вот где-то. Поехали. В последнем стримске мы с вами точку синхронизации открыли. Синхронизировались. Теперь будет все хорошо. Будем перемещаться. Ну, какая тут погода-то отличная. Да, надо что-то раскликаться, разыграться. Как-то что-то не выспался. Я всегда мечтал побывать здесь. Ну, кстати, где-то кузнец есть. Надо было заглянуть. Таблички реально тут какая-то редкость прям-таки. Тебе помочь? Так. Да, посмотрим, что можно продать. Продать мы можем с вами. В целом неплохо. По 500, по 200, по 500. Так, это какой-то древнего царя грудь. Воина. Микенский я помню, да, получал. Дракона есть. 12 воина, сила, так, в общем, показателя нет. Это тоже у нас Микенский. Это с сета Микенского, да? Все на ближний бой. Наручник победителя. Убийца, сила, крита при полном здоровье. 20... Да не. Микенский я еще, может быть, оставлю. Так, это тоже Микенский. Потом будет времечко, так мы затестим. Шанс у крита в режиме ярости. Эпическая талия. А я, по-моему, Микенский продал. Короче, ладно, я продаю Микенский нафиг. Сижу тут, гадаю. Все равно не буду таскать. Ведь я сам по себе, да, так. Думаю, что одену, а на самом деле мы качаемся, развиваемся. Так, гравировку посмотреть. Да, тут кинжалы какие-то последние я взял неплохие. Тоже пассивный эффект у нас идет с ядом. Можем посмотреть. Убийца, мощность яда наносит урон. Мы можем что-нибудь такое-таки от кинжалов, к примеру, поставить, либо сила крита. Мощности. Так, вот, урон сзади. А тут разве нету стихий? 6% от кинжала поставить, либо при атаке сзади. Да я думаю, от кинжалов, потому что не всегда получается бэкстепом бить. Ну, сзади заходить. Как-то так. Так, и купить я хотел. У меня мало, в принципе, что? Шкуры леса. Ну-ка, сколько тут? На 4000 шкур. Ну ладно, давай хотя бы половину купим. А вот
Лес я всего возьму. Лес, потому что это корабль. Хотя и шкура тоже корабль. Ладно, давай заберем. Боксим. Пускай на 4000. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо, брат. И тебе. Взаимно. Да, я хотел слот там еще один активировать. Попробовать сохранить данный комплект. Давай, вперед! Змея и что-нибудь, я не знаю, подвойно под охотника сделать. Знаете, типа босс раз поменял комплект. Ну, я имею в виду животное. Михай, здравствуй. Здравствуй. Хорошего тебе дня. Как там у тебя дела? Как дела? Как дела, как дела? Нормально, Миш, нормально. Что-то вчера поздновато заснул. Смотрел ролик. Вообще залип просто, залип, ребят. Вот, хотя это немножко не по игре, но в целом. Где-то минут 40 залипал. Олимпиада идем. Идем, Мишань. Видишь, в центральной части долины Олимпия. Нормально, жду 10 минут. Жду 10 минут, а что ты ждешь? Почему именно 10 минут? И домой. А, Вперед! хорош, ты смену, да, оттарабанил. Ну да. Слушай, а ты после работы приезжаешь, ты залипаешь? Ну, спать ложишься, я имею в виду, или так бодрствуешь? Ну, тут еще древесинки. Я просто помню, как в аэропорту тоже работал. С ночи приезжаешь прям вообще без задних ног. Потом вроде как с начальником договорились, что мы сейчас Олимпийские долины империи про нарушение необходимо совершать максимально скрыто из Олимпийского примирения. Давай! Что-то скрытностью, короче, убивать. Вот, договорились с начальником, что будем ночью, ну, нас там 4 человека, 2 по 2, короче, дежурить. Чтобы поспать можно было там. Честно, в последнее время что-то сон клонит. Сон клонит? Ну, время идет. Тише, тише! Как тебе сказать, время идет, а ты, скажем, не молодеешь. Это все сказывается. Говори с ним. Это я тебе больше чем уверен говорю. Все твои недосыпы потом со временем организм все равно потребует выспаться. Вот, но с другой стороны, если ты свой организм тренируешь, как этот... блин, я забыл... кто у нас там из ученых спал по... что-то по 2 часа в день? Сутки. То ли химик, то ли физик, то ли ученый, я вот не помню. По 2 часа в сутки спал. Не нуждался во сне. Но это тренировка, скорее. А мы-то что, простые... не ученые никакие. На самом деле я тоже не понимаю, что может мотивировать человека не спать. Для нормального сна это где-то 7 часов, да, нужно. 6-7 часов. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца. Вот. И все равно я приходил с работы, даже если мы по 3 часа ночью спали, с 11, а с 12 до 3. Нет, с 12. С 11 до 3 и с 3 до 7 по 4 мы спали. Короче, двое пашут, а двое отдыхают, потом наоборот. Но все равно приезжаешь домой и отлипаешь. Олимпиада. Так. А, текстикла акулу съели, братан. Я что могу сделать? Это я. Я тестикл. Ты тестикл? Тот самый тестикл, с которым мы пили в том году? И который заигрывал с моей женой? И братом? Все дело в диете. В диете. Упражнениях.
Ну, конечно. Людям нужно зрелище. Я его устрою. Небывалый случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что Да, ж, дружище. состязание скоро начнется. Ну идем. Что ж, идем. Олимпийские игры. Смотри, как он гладко выбритый этот. В то-то время, чем они так брились-то? Такой из шрамов. Я вчера смотрел твой Добро стрим и думал, пожаловать! полежу, посмотрю и вырубился. С радостью под конец представляю вам Каллия, почтенного судью Олимпии. Мишаня, это хорошо, когда под стримчик можно залипнуть. Снискалена на этом ристалище. Это прям замечательно. Для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! А этот, смотри. Ты слова Анквилат. Ступим к делу. Анквилат, по-моему. Как его, блин? Именем Антиквилат. начнем соревнования. Вайлент тяжелые для просмотра. Я раздавлю тебя, как муху. Чего? А, тяжелая для просмотра. Так нет. Она на самом деле залипательная, я не знаю, но... Гамму вот реально там прибавить бы, чтобы было... Может, ОБС как-то подкрутить, но там она темноватая. Там типа тени... Если пещера, то реально темно. А если солнце, то, ну, прям видно солнечно. Фиг его знает. Вроде увлекательно. Нечестно. Ха! Это просто. Давай. Больно. Какой удар? Ну, скажи еще что-нибудь. Ах ты! Ну скажи, говорит, что-нибудь. Следующее. И это все? Это только начало. Что? Наш участник готов к поединку. Посмотрим, справится ли Только начало, говорит. с Эрастом. Не, Вайлдер на это самое, на пятницу где-нибудь оставим. Сейчас Ассасин, потом Fallen Good. Мне кажется, Fallen Good тяжелее Получишь. переваривать. Мих, может быть, Варкрафтчик постримить в моем исполнении. Вот что действительно тяжело смотреть. Вот так, неплохо. Что ты пытаешься? Живей! Да не крутись, дай ударю. Да не крутись, говорит, дай ударе. Следующего. Толпа ликует. Но это не все. Мухи прилетели. И там мухи на стриме. Не так ли? Стратегию я бы Скоро посмотрел. начнется последний бой. Посмотри этот самый ролик о разоблачении Никоглая. Против Я вообще не знал, кто это, что это за стример. Глянь на ютубчике. Парень вообще красавчик. Размотал его в пух и прах. Я вчера, говорю, минут 40 смотрел. Если не больше. Сколько там ролик длился? Это я-то думаю, что рекламируюсь на сайтах, это зашквар, да? хоть только я Ну, типа, свой стрим. А там вообще полная вакханалия. Что они творят? Эти твич-стримеры. Ну, не все, я имею в виду. Команда там. Хотя, если бы Сократ согласился... Алкивиат, вот, Алкивиат. Алкивиад, ты в порядке? Я был с Демофаном Кто это? и Калием. Во, Неуважаемые кто это? и судьи. Прикинь? Перепил, что ли? И я такой, а кто это? А он типа, как там разоблачение? Хотел войти в историю топ-рус стример Твича. Там 1 миллион зрителей типа набрать. Представляешь? И ютубер, как там канала ПТСШР какой-то, он сделал разоблачение. Там такая машина с ботами нереальная. И там целая команда сидит за этим.
Там рекламодатели в суд по него подали, там миллионы просто теряют. Стример. Представляешь? Ну, ты сидишь 5 лет стримишь, и ты знаешь о стримерах. Ну, я вот, к примеру, возьму. Гидеон, Куплинов, это ютуберы, да. Hardplay, Алина Рин, как он там, Хесус тот же, но он, по-моему, на Twitch тоже перебрался. Это те стримеры, которые ты знаешь по времени. Ну, я не берусь там Twitch стримеров, потому что на Twitch я мало, да, там кого-то знаю. Но это те стримеры, которые время свое тратят и добиваются за каждого зрителя. И, скажем, потом, да, ну, то есть сидят и что-то делают. Пускай плохо, пускай хорошо, они что-то делают. И они как бы среди людей, получается, ну, как бы на языке постоянно, да. А это какой-то там, я не знаю, ЧСВшник, я по-другому самовлюбленный какой-то, как мне показалось, на мой вид, личность. И сидит там, да этот мне говорит, пятую точку нюхаю, да я его обогнал по зрителям, да там это. А там, короче, вся картина на лицо. Там реально так. Хороший парень, просто хороший. Я подписался на канал на его. Я залип, честно, с такого. Чаши Медеи спил. Там сайт, типа... Есть сайт, который проверяет, допустим, вот есть кто-то в чате, ты его ник копируешь и на сайте вбиваешь, проверяешь, бот это или не бот, как-то вот так вот. И там прямо, ну, все показывал, рассказывал и говорит, что буду сотрудничать, по-моему, с Твичом, чтобы больше данных предоставить. Там вообще это все так поплыло, потекло. Ну, полные факты на лицо, скажем. Медеи? Посмотри, если интересно. А я говорю, тут рекламу показываешься на сайтах. Ну да, в чате никто не пишет, но как бы это зритель смотрит, это по-любому. И то YouTube иногда просмотры откручивает. Типа не партнеру сайта, может там, я не знаю, как это сделать. Сидишь, пыхтишь 5-й год, а там чувак за месяц 400 тысяч подписчиков себе там, типа в легенду Твича хочет войти, блин, с машинными этими, как его, программами ботов. Ё-моё. 500 000 за месяц, по-моему, набрал. Подписчиков на Твиче. Фигня. Ты тут думаешь, как бы тут тебя это самое это за рекламу-то как бы не наругали, да, в этом плане, блин. А я как это, капля в океане. Меня вообще нету, меня не видно. Кто, че за стример, да, там? А там 500 000 за месяц, считай, 400 тысяч набрать. Фолловеров. Мощно, да? Сейчас, секунду, я даже... Кто это такой? Да кто это, говорит, такой? Сейчас, Миш, я скину ссылочку на канал. Посмотрите, может быть, кому-то интересно. У него вот самый последний ролик. Вот этот канал, типа, разоблачил... Ну, как разоблачение сделал. Мне очень зашло, действительно. Открыл нутро, вот всех, у кого до хрена там зрители, открыл нутро. Он даже говорит, у топ, как он пояснил, стримеров, самый, говорит, удачливый момент, ну там, 20 тысяч зрителей. А у этого чувака, которого он разоблачал, там 3 тысячи, 10 тысяч, 20 тысяч, 200 тысяч, говорит, зрителей. Кто это, говорит, такой? У него с каждым стримом все больше и больше зрителей. А там машины сидят, фигачат. Короче, заценишь. Расскажешь свое такое. Я в эмоциях. У меня реально ролик. Почему бы и нет? Такие положительные эмоции. В Леонидайоне. Думаешь, чё людям-то... Чё это за жадность? Ведь всегда работа, она есть работа. Как бы ты ее не выполнял, это работа. Ну, то есть... Ты сидишь, что-то делаешь. Каждый божий день. Или там через день. Это какой-то воробей залетел там за месяц 400 тысяч фолловеров. Там я там... Там фляга у него, походу, зашкаливает по полной. Я поищу. Тебя отравили. Нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или нет? Что? Опа, подстава на Олимпии, да? Кто-то из них... Кого-то травит. Они Блин, у нас что-то прям жарко как-то. в честь священного перемирия.
Вроде как снежок идет, а что-то жарковато. С ним. Я выясню, что случилось. Дай мне палец, и я откушу тебе всю руку. Ты глянь. Калий, судья. Пенелопен... Пелопоннесский... Блин. Пелопоннесский союз, когда Калий стал олимпийским чемпионом, о его победах начали складывать легенды. Жители Олимпии знали и любили его. Никто не мог предположить, что победы достались Калию нечестным путем. Никто, кроме культа. А вот это тоже где-то надо победить. А, это у берегов Певки. Так, ты... А, 49-й, понял. Понял. Вот тебе и Калий. Претендент на победу. Так, давай, какие у нас задания? 21 тысяча, считай, 22 тысячи опыта нам накинуло. Игра в долгую. Поговори с кем-нибудь на перу. Так, не надо этот указатель убрать. Слушай, ну если мы сейчас Калия убьем, это будет правильно или нет? У нас судьи не будет. Я так думаю. Уху! Не, ролик мощь, Мих, прям, ну серьезно. За день 1,5 ляма собрал просмотров. Мощно, мощно. Это вчера был 1,5, а сегодня тут я не знаю. Тут удивишься, когда узнаешь, что глава культа. Вита Трапез. Здравствуй, добро пожаловать. О, вызовет удивление, да? Подожди, а кто может быть глава культа? Нам, по идее, надо сестре это немножко вставить, скажем так, правильное мышление о нашем представлении, как у нас вообще семья изначально разделилась. Ты меня прям заинтриговал, на самом деле. Глава культа. И представляешь, это наша мать какая, да, вот. Ну, типа, жрица там, туда-сюда. Да нет, хотя она навряд ли. Ну, может быть. Николаус. Ладно. Ну, догадки такие. Вот реально, чтобы меня удивило, это если станет Николаус. Потому что Николаус слушался жрицы, что наших детей убили. Ну, типа, скинуть со скалы. Кстати, может быть. Может быть, Николаус. Баба Яга своровала нас тогда. Ну, вот это тоже культистка. Вообще, которая детей воровала. Воспитывала по правилам культа. По убеждениям культа, да? Мы шлепнули. Мне кажется, Николаус, если так чисто из удивления. Того, кого ты подозреваешь меньше всего. Ладно, ладно. Интрига пускай будет сохраниться. Но меньше всего я Икара в этом подозреваю. Может быть, Икар? Тебя и игры. Птица наша. Дай объяснить. Никаких оправданий. Ты знаешь цену проступку. В чем провинилась эта женщина? Именно в этом. В том, что она женщина. Разве это преступление? Что ж ты не накажешь саму себя? Я жрица Диметры, и я руковожу играми. А она замужняя женщина, и ей тут не место. К тому же в мужском наряде. А в чем здесь преступление? Почему это преступление? Для замужней здесь слишком много соблазнов. Кто ты? Калипатера, я просто хотела увидеть сына. Вся моя родня — участники Олимпийских игр. Отец, братья, племянник, а теперь и сын. Неужели я не могу их увидеть? Да Офигеть. лгать. Она такого не заслуживает.
Вообще-то, наказание смерть. Ее сбросят со скалы. Помоги. Докажи, что я могу увидеть сына. Ничего ты не можешь. Ты нарушила священную традицию, и тебя ждет кара. Да, совсем тут, по-моему. Закон ошибается, я докажу. Раз уж ты за нее вступился, я дам тебе шанс. Представь мне доказательства ее благородного рода, или она умрет, чтобы не гневать богов. Нужно найти сына Калипатеры, Вообще, да? доказать ее невиновность. Посмотри место. Так, пойдем поможем. Вот так вот, да, матушка пришла посмотреть на игры своих близких. И тут такая, бах, ты нарушил, ты замужняя. Опа. Не, ну законы прям реально лютуют тут. Так, а где у нас Икар? Вон он. Сейчас. Посмотрим. Вчера еще, кстати, хотел какую-то тоже игрушку посмотрел. Думал, новинку тоже, как глянуть, запрос кинуть разрабам. Там какой-то рогалик. Ну, что-то глянул, сомнительно как-то показалась игра. Что-то самолетики какие-то, летаешь, как Галактика, помните, на Денде? Ну, только в 3D измерении. Хотя, может, по приколу, да, тоже. Ну, новинка. Посмотрим, надо почаще какие-то новинки, я думаю, обозревать. Разработчиков сейчас в наше время очень много. Так, а где это? А, вон, 63 метра. О, главный пику перепрыгнул. Сейчас на нее бы насадился бы. На копье Зевса. Опасно. Ты знаешь Калипатеру? Да, видела ее. Какой голос. У шатров атлетов. Никакого стыда, понимаешь? Кажется, нет. Все эти юные тела, умащенные маслом. А эти мускулы. Ах, отвратительно, она ведь замужем. А сама смотрит тоже на статую. Бабулька, я имею в виду. Нет вреда в том, чтобы любоваться стройными телами. Есть, еще какой! Вы, молодые, думаете тем местом, что между ног. И она такая же. А еще она часто встречается с мужчиной на той скамье. Ты видела ее с мужчиной? Ясно. И к тому, что бабулька обвиняет. Ты видел? Да, она там любуется. А сама смотрит на статую атлета. Ода в честь Диагора Родосского. Составлена самим Пиндером. Поэма, впечатляющая подвиги олимпийского чемпиона. Твой отец — величайший борец Панкратиона. О. Ода Пиндара в честь. Я ищу сына Калипатеры. Знаешь его? Конечно. Это ведь я. Твоя мать в беде. Тебя обвиняют в нечестивости. Что? Но почему? Что случилось? Успокойся. Ну нет. Ты знаешь, что с ней сделают? Пока ничего. Она проникла на стадион, чтобы увидеть тебя. Но имела ли она право? Ну, конечно, имела. Ее братья чемпионы, а теперь и я. Никто так не почитает игры, как она. Спасибо. Подожди, я докажу, что твоя мать имеет право быть на играх. Вот как. Так, а здесь что? Что это? Я всегда жаждал тебя. У Калипатеры есть поклонник. Жду встречи с тобой, хотя глаза твои не знают языка моего сердца. Твоя преданность, мое вдохновление. Я знаю, как тебя утешить, но в то же время знаю, что все остается в мечтах. Так, а где еще? Ага. Знаешь Калипатеру?
Не слишком хорошо. Но она обожает своего сына и всегда делает приношения. Вот. Отношения? Для мужа. Она тоскует. Хотя он давно уже пребывает в царстве Аида. Все мы там будем. А, муж у него умер, получается. Эта жрица так спешила исполнить приговор Калипатерии. Нужно скорее найти их. Так. Они, походу, уже на скалу ее повели, да? Ну, блин. Так, храм Геры. Ага. Где мой верный конь? Вот он. Поживее! Ну давай. Элла! Ну что, поехали. Честно говоря, его иногда колбасит, Филипп. Вот как-то разворачивается он на меня. Эй! Братан, бежим. Че у вас новенького, ребят? Делитесь, рассказывайте, что может быть интересно. Так, 140. Просыпаешься что-то. Вроде клюв дышит. Постримил, поговорил, побубнил, все. Клюв забитый. Че за ерунда? Элла! Ого, а это что за статуя такая? Интересно. Какой-то мужчина с крыльями держит ребенка. Я не знаю, что это такое. Вот этого с метательным ядром. Где-то я видел эту статую, а это прям что-то новое. Сейчас мы заберем. Что это ты ешь? Ребенка или амфал? То крокус? Сегодня мы собрались здесь, чтобы исполнить волю богов. Вынести приговор. Прошу, поверьте мне. Стой! Ты сумел найти то, что искал? Да. Она виновна. Мне нужно больше времени. Да. Калипатера, дочь Диагора. Я нашел оду о Диагоре Родосском, которую Пиндер посвятил ее семье. И что это доказывает? Я поговорил с теми, кто ее знает. Она добрая женщина, любит игры и чтит богов. В ее семье несколько поколений чемпионов. Возможно, мы поспешили ее судить. Ее родня принесла много славы играм. Вот-вот-вот. Было бы позором запятнать такое гордое имя. Боги прощают тебя. Иди. Спасибо вам. Боги прощают тебя. Вот кто ей дал право говорить от имени богов? Тебе. Вообще никто. Никто не заслуживает такого. Нарушила? Ну, нарушила. Но она же из благих побуждений. Так, ладно. Давайте далее по заданию. А это что у нас? Недописанное любовное послание. Ода Пиндара в честь Диагора. Понял. Так, и задание, да? А, по поводу Атлантиды мы один артефакт с вами нашли. Это что такое? Культистов из Пелониопейского союза, небольшой группы, которая пошла бы на все, чтобы сделать греков рабами спартанцев. Это типа убить вот здесь вот кого-то, да? Культистов найти. Так, поговори с кем-нибудь на Перу. Наверное, будем продолжать. Алкивиад, чье
В общем, Алквиада, ну да, собственно, отравили. Цена любви, уличные воры, послание Скитала. Нет. Давай уличные воры, посмотрим, что это. Вот там, красавчик. Помоги Алквиаду, убей культиста и завоюй Биотию, если ты этого не сделал. Культиста... Нет, я знаешь что? Я вот думаю, это самое, Вита. Культиста, вот я убью, а игры не прекратятся. Ведь он ведь, как получается, заслуженный чемпион. Там туда-сюда. Эй, Мисти, Не принесет ли это какую-то беду? Ну, не навлечет, я имею в виду. Спасибо. Я хочу знать, что... Убить-то мы убьем. конечно, а кто бы не хотел. Об этом тебе поведает великий Узо. Ну, так что? Я все знаю. То есть? Ну, всякое. Например, Я к тому, что сейчас немножко квестов выполним. Может, мы отраву узнаем, кто подсыпал. расскажи друзьям. Что здесь творится? Все ищут, как бы Смотри. заработать. Кошелек украли. Деньги! Эй, стой! Вор! Эй, воришка! Похоже на Фебу. И быстрая. Нужно ее найти. А Фебу-то убили. Это святилище Олимпии. Здесь борются за славу лучшие атлеты. Эй, вернись! Воришка! Воришка? Как? Да уж, заставила ты меня побегать. Давай сюда. Что давать? Мой кошель. Верни его. Вот, только не бей! Меня заставили! Я не хотела, честно! Тихо. Я тебя не трону. Обещаю. А капитан побьет! Немного драмы, да? Кто этот? Да, это он велит нам воровать. Нам? Бездомным детям. Зачем он вас заставляет? Из-за денег, глупый. Со взрослыми надо быть вежливой. Да? Это за что это? Да, и правда. Придется поговорить с капитаном. Лучше побей. Он и мамино ожерелье забрал. Сказал, вернет, если буду воровать для него. Она только его и оставила. Ладно, поможем, а почему бы нет? Да? Почему? Ты мне кое-кого напоминаешь. Мою подругу. А, да, Феба. Фебу жалко. Нет, там другой судья. Я как? Так, а я почему-то подумал, что это он и есть судья. Смотри. Сейчас, секунду. Культисты. Ведь он похожий. Когда Кали стал олимпийским чемпионом, о его победах начали складывать легенды. Жители знали его и любили. Никто не мог предположить, что победы достались Кали нечестным путем. Никто, кроме культа. Но там такой же был судья. Может, они просто на одно лицо? Я так и сделал. Убил его сразу после первого раунда. Там другой судья. И выполнить побочный квест нет смысла. Они не влияют. Они не влияют, я согласен. Они влияют просто на некий контент и на некое... Не знаю, интересность, что ли. Потому что квесты тут не прям вот под копирку. Плюс они еще дают некий опыт и какую-то награду.
А так ты прав, да. Если чисто по сюжетке, то можно бахать просто по сюжетке и не заморачиваться. Чтобы игру быстрее пройти. Чё, лагерь? Блин, а нас предупредили, что что-то надо быть предельно осторожным. Так, а где эта штука-то? Чему я их кормлю? 30 метров. Они воруют себе еду. А, поехали. Ты! Вон из моего лагеря! А то и забью, как шкодливого пса! Лук ядом бьет. Кинжал ядом бьет. Или Майи. Он Вот он. просит его. Нужно вернуться к Майе. Да легко попасть. Ты поспешишь. Да-да-да. Так, и еще какую-то наколку дали. Ой, гравировку, наколку. Ой, братан. Вич Афин, убейте. О, новая ачивка пошла. Ну вот как бы и все. Много труда не потребовалось. Да стой ты. Элла. Так, нет, там другое, это я читал, да? Ага. Правонарушитель необходимо совершить максимально скрыто из-за олимпийского примирения, намного строже, чем обычно. Ух, а что тут за разборки? Коня убили. Это перемирие. Погоди, а где девчулька-то? А вот. Я кое-что принес. Спасибо, спасибо, спасибо! А что случилось с Лисом? Но это он отвлекал тебя, когда я стащила кошель. Я его не убил.
Он обещал помогать тебе и другим. Он хороший. Всегда делился едой и защищал нас, когда афинянин выходил из себя. Береги себя. Прощай. Спасибо, что Вот так вот. Капитан поста афинян заставлял их воровать. Вот так вот. А не послушников просто бил. Ну, прикольно, прикольно. Задание. Так, поехали. Мы помогли. Так, там еще, по-моему, да, с кем-то. Где там поговорить-то? А, вот, поговори с кем-то на перу. Цена любви, Афинские игры. Так, ну, да, мы, кстати, можем пойти убить этого культиста. Вообще в легкую. Может быть, и узнаем, что это он этот. Отраву подсыпал в пищу. Блин, вот этот атлет, которого акулу съели, представляете, такого быка избил. Вышел, говорит, за продуктами. Побил 6 и избил быка. Женя, Тони. А, на Твиче. На Твиче там нет никого. А как я его сейчас убью-то? Подожди. Тут же все предельно будет понятно, что это, ну, а у нас же это перемирие идет. Ребят, я сейчас, извините, пойду нос прочищу, а то что-то прям закладывает. Чего? Да, там одна черепаха у нас с руки прям любит кушать. С хвостиком. Так, продолжаем, друзья. Пробуем.
Я подтвердил. На меня, правда, еще один тут напал. Ежик. Так, ну и что? Что это за культист? Так. К следующему, да, мы привели расследование. Мудрец царь Спарты. Мудрец опасается, что культ сочтет его слабым. Мудрец хочет смерти Брасита. Брасит это тот, который нам помог. Спартанец. Ого. Так, снаряг. Ладно, снаряга мне пока не так важна. Поговорить с кем-то на перу. Игра в долгую. Поговорить с кем-то на перу. Олимпийские игры. Так, а где теперь Алквиад? Культиста мы еще одного убили. Ну там последнее копье качнуть, на самом деле, надо чуть ли не всех культистов переловить. О! Что-то братана замуровали, у него ноги в асфальте. Бывает. Другой судья. Ну, будем надеяться, что да. Так и есть. Алексия, спрошу. О, Геродот. Глупцы развяжут войну? Геродот тут. Кто бы говорил, двуличный пес. Спартанец, афинянин. Так, если сами не прекратите, я вас заставлю. Вам Успокойтесь. не нужны неприятности. Вы ведь знаете, что будет, если нарушить мир. А теперь объясните. А этот биотинец, да, биоти, который. Вор ограбил меня. Это я вор? Это ты вор? Хватит. Просто отвечайте. Так, Геродот, что происходит? Что происходит? Он меня обчистил. Что? Да я из благородной семьи, не то что всякие ионийцы. Геродот, отвечай. Да. У них у обоих взломали хранилище и унесли все ценности. У обоих. Но почему вы подозреваете друг друга? Потому что он... Это вопрос крови. Макар из знатного дарийского рода. Могучие воины, но скромные. А предки Лелега — ионийцы. Все как один художники и мудрецы. То есть женолюбцы. Обе стороны важны. Слова истинного ионийца. Так, нужно соблюдать перемирие. Могли же они ограбить друг друга одновременно? Придется узнать, кто это сделал. Не думаю, что они в этом замешаны. Вас подставили, друзья. Недолюбливают друг друга, но они всегда чтут олимпийское перемирие. Я все выясню и помогу сохранить мир. Докажешь, что это Макар, и я заплачу. Я тоже, если докажешь, что Лелек лицемер. А если это кто-то другой? Они оба тебе заплатят. Вот. Согласен. Вот побочка какая, да? Раз, короче, а тут нам сейчас надо найти, кто их подставил друг перед другом, да, и тем самым мы заработаем денежку. Отыщите подсказки. Поехали. Тут тоже разборы. А я смотрю, они не особо перемирие тут как-то соблюдают. Там у ворот дрались. Тут кто-то с кем-то, короче, подрался. Ты что-нибудь видел? Нет, ничего. Почти ничего. Почти, говорит, ничего. Так ты что-то видел? Ну, всего лишь факелы. Но они подкрались ко мне. Их было по меньшей мере 30. Тебе подкрались факелы? А почему же на земле не осталось следов? Кожаные сандалии. Очень мягкие. Но я не уверен. Я был без сознания. Ты сбежал? Бывает. Страх меняет людей. Я не испугался. Я заснул. То есть... Я тебя не выдам. Ты видел что-то? Нет. Только...
Что? Факелы двигались на восток. И ты не узнал, в чем дело? Не хотел покидать пост. Но тебя уже ограбили. Если бы я ушел, меня бы наказали за неисполнение долга. Что ж, возвращайся к работе. Ну, хотя бы честно сказал. Гробницы открыли. Я не вижу никаких следов взлома. Так, подожди, это где-то там за зданием? Ага. Записка. Возьми все, что сможешь унести, и жди меня там, где мы скрепили узами нашу любовь. Мы будем свободны. Всея дома. Хорош, Мишань, хорош. Мои поздравления, давай отдыхай. Залипай. Ищите вора в Элиде, в центральной части долины Олимпии. Вор прячется в разрушенном доме Эномая. Как там, подожди? Долина Олимпия, правильно? В разрушенном доме. А где у нас тут разрушенный дом? Это делаем доставки, это не то. Так, и если бы я был бы рядом, то это самое, мне бы сейчас сказал Икар, да? Ну, может быть, где-то здесь? В центральной части долины Олимпия. Вот разрушенный дом, видимо. И это как раз-таки похоже больше на центр. Долина, я имею в виду. Я слышал, за городом есть руины. И, как сказал страж, факелы двигались в их направлении. Ну, предположительно, что это там. Поехали. А вон те самые... Да, похоже на руины. Что-то, Мишка, ты как-то быстро. Раз я, говорит, уже дома, только что на работе. У тебя работа прям рядом, да? Только что общались, минут 10 прошло, и говорит, я уже дома. Ну, ты вроде как говорил, да, у тебя транспорт есть, там доехать, может быть, всего-то ничего. Но все равно быстро. Так, разрушенный дом. Заходим. Чего найти? Стеллу? Прям такой прогруз долгий. Что-то зависло. Нет. Что ж, воры, я вас поймал. О, мы не воры! Но у вас украденные вещи. Ты не понимаешь. Они наши по праву. Это наше наследство. О, как. То есть они оба обчистили одного? Или два... Так, зачем вы все это забрали? Так почему бы не подождать? Зачем похищать все сейчас? Мы хотим сбежать. Мы станем свободны, и нам не придется скрывать нашу любовь. Это действительно ваше? Это принадлежит нашим семьям, а значит и нам. А кто вы такие? Кто вы такие? Это моя дочь и его сын! Отец! Я вырастил тебя, так платил. Сбежал с той, которую породили чресла моего врага? Вот как. Короче, они друг друга обвиняли, оказывается, это их дети. Биотинец и спартанец, по-моему, да? Может, вы забудете вражду, как ваши дети? Ты Мистий. Займись делом и убей этих воров. Я хорошо заплачу. Отец, нет! Я согласен. Заплачу столько же, сколько Макар. Выполни это задание. Хотите убить собственных детей? Ха, есть и другие дети. Ядрить. Берешься за работу.
Я не убиваю невинных. А ваши родные заживут лучше, когда рядом не будет вас. Вот это вот родаки. Вот это обалдеть. Жаль, что все так закончилось. Но теперь наши семьи ждет другое будущее. Созданное с любовью. Что ж, удачи вам. Да, даже не пощадили. При том, что они узнали, что это их не детишки. Так, а где тут Стелла? Идет по мою душу. Кому-то нужен Дерешься. Да, мне же еще наемников надо для ачивки выполнить. 16 наемников. Окей. Так, разрушенный дом. А где вот это вот найти-то? Стеллу. Может быть, это? Подожди-то, какой-то там. Окей. Вперед, лишь бы змей не было. Ничего не вижу. Статуя. Паучки. О, это плюс навык. Вот. Вот, видишь, смотри. Это самое. Есть какой-то некий смысл выполнять все равно побочки. Вот как ни крути. Во-первых, это плюс опыт, плюс награда, плюс вот, смотри, Стелла. Хотя за всю игру я нашел-то, по-моему, всего 3 их. Ну, тоже дорогого стоит. Сейчас бустанемся, так сказать. Да, надо бы сегодня драйвер, наверное, переустановить. Там какой-то фикс драйвер вышел на NVIDIA. Так, способности. Давай посмотрим. По наемникам. Что у нас по наемникам, друзья? Прокопий, акул, повелитель. О, тут уже такие пошли, ну, нормальных левелов. Бойцы. Хорошо. О, мы с вами, смотри. А, и первый ранг. Неизвестный. Второй ранг 3. Лена. Мы пока на 4-м месте. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Так, ну, два навыка. Я бы, наверное, хилку пока бы не качал. Я бы качнул бы это Vision и это замедление.
Вот такие вот. Дальше можем хилку взять, прокачать. И, возможно, выбери способность вот эту штуку. Вот и станьте мастером парализующих стрел, чтобы оглушать врагов, не убивая их. Стрел можно изготавливать минус. Ага. Это еще, короче, разновидность. Это у нас разом бахнуть. Выпускает 3 стрелы. Выпускает стрелы, которые поражают до 4 противников, выбранных в качестве целей. Каждому 150 урона. Вот эта вот штука тоже интересна. Ладно. Это все на продажу. Ресы у нас вроде есть. Кстати, таблички, смотрю, у нас 4 штуки. Стало доступно. Стекла. Нехваточка уже. Пошла по кораблю. Что мы хотели бы увидеть там? Выносливость грибцов. В прочности к броне можно нанять до 4 членов команды. Снижение урона при подготовке. Это урон копии. Урон тарана 2. А это урон от стрел. Давай я стрел качну. Ах, тут еще это урон, а и этот залп получается. И время на изготовку будет быстрее. Сила огня. Давай таран вот этот тут возьмем. Прям неплохо так. Потратили таблички на улучшение. Так, ну далее, поехали. Поехали выполнять. Следующий, да, берем побочный и выполняем. Пам-пам-пам. Друзья, поддержали бы, если вам не сложно. А то у меня какой-то, смотрю, тролль заходит постоянно, ему ассасин не нравится. Ладно. Все равно спасибо. Спасибо, что вы есть. Так, мастерская Фидия. А это не тот, кстати, скульптор, которого мы спасли? Похож. Рад тебе. Да, это он. Твоя красота разгоняет тьму. Накрыв. Прям где-то в начало стримов. Я рад тебя видеть, Фидий. По Одиссее. Слушай, это важно. Никто не знает, что ты здесь. Нет, о чем ты? Значит, за тобой не следили. Так. Впрочем, они где-то здесь. Смотрят и ждут. О ком ты говоришь? Они. Культ космоса. Вот. Шафины. Культ и сейчас преследует меня. Зачем им преследовать тебя? Чтобы убить. Оказавшись здесь, я лишь выиграл время. Помоги мне. С чего ты взял, что ты в опасности? На днях я получил скиталу и записку. Тебе прислали кусочек дерева и письмо. Это объясняет твой страх. О, все не так просто. Так, что за скитала? Какого в этой палочке? Это не палочка. С помощью скиталы в Спарте создают тайные послания. Ладно. Так что там с палочкой? Скиталой. Точно, скиталой. Нужно достать послание. Тогда я все объясню. Что сказано в письме? Твое призвание. У ног царя богов лежит послание. Чудесно. Это не письмо. Неразрешимая загадка. Отнюдь. Царь богов — это... Зевс? Да. А я кто? Можно дать много ответов на этот вопрос. Но все же ты скульптор. Именно. Куда мне отправляться? В храм Зевса, конечно. Он здесь, в Олимпии. Послание для скиталы где-то возле статуи. Ладно, успокойся. Короче, сейчас, видимо, еще на одного культа выйдем. Спасибо. Скорее, ступай в храм Зевса и найди послание возле статуи. И я смогу прочитать его при помощи скиталы.
Не бойся, вернусь, как только смогу. Так, вы находитесь близко. Должно быть, об этом говорил Фидий. Окей. Фидий очень мнительный, но вдруг он не придумывает. Не, мы раз-то ему помогли. По-моему, в Афинах где-то. Как раз его кто-то хотел спасти. И просил нас об этом ему помочь. А как туда попасть только теперь? Через верх? Найди символ на статуе Зевса. Искусная работа. Гораздо лучше статуи на Кефалинии. Чего там? Подожди. А, вот. Вернусь к Фидию, чтобы он расшифровал послание. А Фидия сейчас, небось, уже убили. Ну, теперь, я думаю, можно не бояться всяких этих охотников, да? Рубиться с ними. Только чтобы хотя бы не больше 2 было. А то одного за глаза, да плюс они еще со зверями. С питомцами, с какими-то. Ну, что там было? Удалось ли тебе узнать что-нибудь полезное? Такой раз посмотрел, ушел. Очень удалось. И я обернул пергамент с посланием вокруг стержня. Обернул вокруг стержня? Вокруг скиталы. Гениально. Все дело в этом стержне. Оберни его пергаментом, совмести буквы и прочтешь послание. Да, очень занятно. Что там написано? Ориентиры. Так что там написано? Не томи. Это список статуй и что-то еще, но текст не полный. Думаешь, мы дополним послание, осмотрев все указанные статуи? Полагаю, что да. Кто-то очень постарался, чтобы написанное осталось тайной. Может, из послания мы узнаем, кто хочет от меня избавиться. Поможешь? Да, ну как же без этого-то? Скажи, что нужно сделать. Здесь указаны 3 места. В каждом из них есть по статуе знаменитости. Выходит, что рядом с каждой статуей есть послание? Да, но путь будет не близкий. Они разбросаны по островам. Одна у Китеры, другая на Тассосе, третья на Самосе. По-моему, на Китере находится... Если снизу 2 острова, то там еще и эти звери. Какую статую нужно найти на Китере? О, дивный остров. Там родилась богиня любви. Жаль, я не могу пойти с тобой. Значит, нужно искать статую Афродиты. Верно. Остров лежит у юго-восточного края Пелопоннеса. Ты найдешь то, что мы ищем у ног Афродиты. Что на Тассосе? Неоднозначная статуя. На этом северном острове может быть только Феоген. Феоген? Олимпийский герой. Согласно легенде, он был сыном самого Геракла. Его искусно увековечил мастер своего дела Глаукийс Эгины. Что за статуя на Самосе? Ну, не на Самосе или Лесбосе, а на островке между ними. В самом сердце океана, скажем так. Не отвлекайся. Ну так что? Посейдону, конечно. Она выглядит так, как будто сам Бог сдерживает волны. Пора отправляться. Это займет время. Верно. Но мне интересно, чем все закончится. Как и мне. Береги себя. Ты тоже. И возвращайся, как только найдешь послание. Да, не волнуйся. Так, ну лишь бы в этом проблем у нас не было, да? Будет непросто, но послание, похоже, содержит важные сведения. Да, причем для
То есть по культу. И... А где квест? Квест? Так, где квест-то? Подожди. Олимпийцы. Так, это не то. Выполнить все задачи в пещерах. Я до сих пор выполняю. Дочери Артемида. Вот. Так, дорога искусства. Вот. Тут конкретно на Китире Самосе. Остров Китира. Вот он. И там легендарный, по-моему, этот зверь. Где у нас Самос? Певка. Самос. И Тассосе. И Тассос. Обалдеть. Но он сказал точнее остров Кради. Это, видимо, что-то каким-то между двумя островами посреди океана. Лесбус, да, и Тассос, вот он. Где-то здесь Посейдона. Так, ну давай сначала начнем с Китира. Мы вернемся обязательно сюда. Продолжим Олимпийские игры эти. Да, выполнение. Где тут есть у нас? Есть. Быстрое перемещение. Выключите, чтобы получить загадочный фрагмент артефакта, при помощи которых можно улучшить копье Леонида. Отплываем! Рад, что ты с нами, капитан! Эй, да. Мы покидаем А ну, шустрее! Чу. Так, покуда они плывут, предлагаю налить чайку, кофейку и продолжить. Пока плывут, друзья. Ребите!
Представляете, ребят, я даже успел доплыть. Не успел доплыть, точнее. Там что-то есть. Может, поднимем? Да, конечно. Позже. Шустрее! Плывем. Там то ли гиена, то ли бык. Заодно сразимся с ним. Может, какие-нибудь новости посмотреть пока. О, кто это? Да. Что-то сынулька пошел первый день школы. Учительница прислала сообщение голосовое. Видимо, там все хорошо у нее. Просто так она не будет присылать. Там акулы. Там мне интересно. Готовьте весла! Готовьтесь! Суши весла! Да что ж такое-то? Так, ну остров небольшой, судя по размеру. Пришвартоваться бы где? Китира. А, нет, подожди, чё я торможу-то? Не на Китире. Или на Китире? Сейчас, секунду, мира персонажа. Где у нас с этой? Квест, не то. Мира персонажа нет. Это Крокота. Да, Крокота видели на Китире, все правильно. Это у нас гиена. Вижу точку синхронизации. О, пришвартоваться, все нормально. Весла на воду! Корабль к берегу! Что-то тут по жести. Так, точка. Точка. Идем на точку сначала. Брат, ты не видишь, брат? Я просто косу забрал. Боевую. О, ну и вонь! А чё тут? Краска так пахнет. О! Появился. Эй! Так, Афродита. Убежище Афродита. Стоп. Как он сказал, у ног Афродиты, да? То есть какую-то статую надо найти. Не понял я видео, а люди у кого торчат из головы весы.
Не понял я видео, а люди, у кого торчат из головы лисы. Да это шапка такая или образ такой? А, ты посмотрел то, что я тебе скидывал? Ты действительно не понял? Интересует. Нет, я тебе не про это, Мишань, мысль-то доношу. То, что человек вообще фиг его знает, кто это, что это. А он там в историю решил войти. Причем вообще нечестным образом. Такая молодежь ППЦ просто ход детей не делает. Да нет. Самое главное, что человек донес мысль. Так, ну мы с вами не рядом. Приезжают сюда поклониться Афродите. А, вот, Афродите, сейчас. Но накрутка, да, мне кажется, везде высокие стримеры имеют. Ушел на юг от бухты Сканди, оставив свет богини позади логова зубами. Нет, самое, ну накрутка, да, мне кажется, везде высокие стримеры имеют. Нет, в том-то и дело, что не все. Какие-то лямки на головах, маски черные. Там фишка в том, что накручивают, а рекламодатели к ним идут. И рекламодатели-то теряют прям миллионы. Понимаешь, там в суд на него подали. Какие-то площадки. Вот я про что. Ну, как я понял из этого. Из видео. Понимаешь? Вот что. То есть обычно, ну, вот идет реклама, и, ну, если много зрителей, ну, много, хотя бы там человек 100, то медийные какие-то площадки, там рекламодатели к тебе подходят, там рекламируют, там, или так далее. Ну, к примеру, ключики-то одно ты получаешь, ты как бы, ну, тоже как в каком-то роде рекламируешь игру, там новинка и так далее, а тут прям, ты понимаешь, тут уже все на деньгах основано. Еще одна славная смерть. Хорош, хорош. Меня задушили просто. Что-то бэкстеп побоялся этих мирных жителей сейчас тут колбасить. Ну ладно. Попытка номер 2. Мы будем первым охотником за головами. А, ну так верно, у меня, видите, как адреналина-то не так много. Она еще и щитом. Позволь прервать твои мучения. Давайся! Блин. Станьте инкогнито. Нет! Стой, говорит. А ты постой, любовь моя. Дай. Дай наглядеться на тебя.
очень крепкая. Да я как бы здесь. Икар, брат, она, короче, садится в кусты, я вообще не вижу, что она там делает. Вот это противник, хорошо. Сейчас подеремся. Во времена Пелопоннесской войны в Греции наблюдалось случаи. В случае чего-либо. А, то есть одного я убил, тут сохранилось. А куда она пошла-то? Блин, плохо то, что она тоже на отравляющих стрелах играет. Он не сможет вечно прятаться. Не, слушай, мне вот это интересно убить. Орелик! Алло! Есть. Добить наверняка, может ее с собой позвать. А это культист, что ли? Походу, это культист. Вставляйте венец Персея. А, нет. Наемник. Код 4-го ранга.
Прокопы, повелитель акул. Так, это второй ранги. А что за Венес Персея? Хотелось бы посмотреть. Воинок шанс отразить. Какие-то лямки на головах, маски, черт. Ну, вот так вот, Миш, вот так вот, да, получается. Все хотят быстрых и легких совершений каких-то. Там даже, по-моему, написал кто-то, какой-то канал-миллионник. Настолько говорит, быть жадным и не знать меры, но это ужасно. Так, а где у нас тогда афинянина, это... Афродита? Это храм, а статуя Афродиты где? Сейчас будем бегать искать. Еще плюс гиену тут какую-то надо найти. Величайшую. Ну, статуя не факт, что будет в храме стоять. Оливковая роща. О, кузнец есть. Ой, я первый раз так и не понял, что с ними делать-то, оказывается. Просто надо палить и все. Так, один амбар из 3 подожгли. Стабильность региона падает. Так. Сейчас за мной наемничка пошлют. Очевидно, я теперь преступник. Вот. А я ж про это. И хотел только сказать. Да, и наш статус повысился уже до 2. У меня товары отменного качества. Так, я сразу посмотрю таблички. Есть таблички, есть кожа. Кожа нам нужна. Пойдет и таблички. Пойдет. 3 штуки продать можно? Можно. Наручник победителя. 4 урона охотника в режиме ярости. Вот. Очень рад. Где у вас тут гиена-то? Китерийский гостевой. Статуя Афины. Может, вон там, он на горе. Как раз я туда иду. Вон там. Досмотрел видео актуальный, что за эскават, почему девушкам нравятся вылизанные мужики и худые, много вопросов осталось. Это ты все про то видео, что ли? Статуя Афродиты находится в Китере. В Китере. Так. Неизвестный предводитель. Давай. Угу.
Ну там смысл видео не в этом. Может быть, это... Сабили подлый. Ну это, кстати, это статуя Афродита. Ну на этот вопрос, Мишань, я не знаю. Это, возможно, менталитет такой сейчас. Разворачивайся. Не смею упрячься. Буду я. Что это за фидилей? Фига там залп из горы. Опа. Подожди. Да как же ты меня поймал-то, блин, вот эти с мечами, это какие жирные. По здоровью получается. Так, ну-ка собрались. Значится, делаем так. Ага. Где она?
Блин, еще с собакой, но... А, с волком. Да ну что ты будешь делать-то? Та-ра-та-та. У меня урона нехватка. Надо, может быть, кинжалы все-таки качать с луком. Ну, лук-то вроде ничего, но все равно это... Такой, ай ты, я не могу, прям, ну ты, вы серьезно, что ли? Ну уберите его пока охотницу, ну дайте справиться, да что ж такое? Может пойти с охотницей подраться? Нет, она не даст мне сейчас жития-бытия. Надо сейчас присесть и все-таки с двоечки их убивать. Присели, присели и с двоечки погнали. Вообще зажали, замяли, просто даже прыжки в общем, надо успокоиться. Не, ну с двоечки надо начинать в любом случае. Ты, по крайней мере, так 4 ваншота сделаешь, возможно, или 2 хотя бы. Ну, вот как-то так. Ты хорош меня ловить-то. Ну, блин, ну опять она это пришла, а? Ну что ж такое-то-то? Блин, ну отвали-то от меня уже, я не знаю. Ай, огонь, огонь. Все это огонь. Типа убить до прихода. Было бы неплохо. Охотника. Ты не умрешь!
Не вижу ничего. Дай выйти. Ну опять идет, а? Отвали. Да не, нафиг. Бомбит меня пока. Я слабый, отвали, говорю. Надо выйти, короче, попробовать отсюда и откупиться, либо убежать. Я сейчас буду мучиться. 41-го левела. Тут уже надо, наверное, кинжалы все-таки под их уровень делать. Опять не получилось. Правильно, правильно, правильно. Убить не получается импакт нести до прихода этого наемника. Наемник по огненным стрелам мне очень пока тяжел. Блин, да кого ты бьешь, а? Надо вон того вот лупить. Ну, вставай! Подъем! Хорош. Я его найду. Ты дорого. Очень, очень вот этот противник серьезный. Блин, классно. Было все неплохо.
А, во, отлично, отлично. То есть тут было некое сохранение, да? Да. Но это не статуя Афины. Это какое-то другое. Это местонахождение. А где же она тогда? Давай тут попробуем. Еще гиена где-то. Ух, я аж пропотел. Я серьезно прям, вообще. А, вон тоже статуя. Да, там статуя. Филипп? Где мой юный? Вот он. Конь. Верный, кормить не надо. Убежали? А, забери... Я тут сокровища не забрал. Спалить спалило, сокровища не забрал. Потом найду, если что, заберу. Да, вот она. Скульптору удалось передать красоту Афродиты. Пойдет. То есть там мы точка синхронизации и то, что мы ищем. Так, а теперь где тут гиена? Гиена где-то, возможно, вот сейчас с левой стороны, возможно, сзади на побережье, да? Какое-то логово надо, в общем, найти. Да он меня просто не слазит. Давай-ка со спины тогда, что ли. Табличку эту. Нашел. Есть. Так, что у нас? Да подожди ты. Подожди. Ореолик. Находится вон там. Не, ну тут никак, да, не может быть самой гиена. Тут как бы лев прирученный. Астракон, напасть. Нет. Это немного не то. Да куда ты? Да останови. Баратан. Стой. Неужто гиена в каких-то пещерах? Пещера отшельника. Ага. О! Волк-вожак. Привет. Там рыси. Тоже, по-моему, не то.
Не, ну волк, вожак это... Не совсем то, что нам надо. Возможно, квест как-то надо прочитать, да, посмотреть. Как он там называется? Мир и животные. Гиена Крокота. Крокоту видели в Китире. Алексис очень хотел забрать шкуру этого дикого зверя в свою коллекцию. На острове Китира. Она в южной части бухты Скандея. На болотистом плато. Бухты Скандея. Так, смотрим. Бухта, вот. Вот куда мне надо, друзья. Ну да, собственно, я и правильно поставил сейчас эту метку. Бухта Скандея. Подражая чего? Подвигом? Опять какой-то квест? Нет. Если гиена больше 40-го, мне придется тяжело. Так как лук не 40-го, кинжалы не 40-го, а я чувствую, что не хватает уже урона. Хотя, с другой стороны, надеяться только на яд. Так, смотрел, кто они, что за сквад, почему нравится... А, сквад. Но там он, в принципе, поясняет, что за сквад, Миш. Сквад обычно, который играет в какой-то как она? Киберспортивный проект. Набираются люди, как команда. Дикое чудище. Эта тварь явно не из этих мест. Набираются люди в плане команды. Ну и, собственно, ну так вот они... Понимаешь, всегда, я же говорил тогда, давай замутим какой-то тоже стримерский состав, будем развиваться там, ну... Что-то у нас... Кто на Twitch, кто куда, кто еще чего. Какая-то, короче, херня получается. Вот, а так все команды развиваются. Но есть Солянова стримера, а так в основном-то... Так-то в основном это командные стримеры. ОПГ Твича. Ну, типа того. Они играли в доту, что ли, или в паб, что-то там. Ну и развиваются. Один одну аудиторию набирает, другой другую. Потом они коллаборируют, рейдят друг друга. Это нормально. Либо ты с деньгами, либо ты как бы больше народу набираешь. Делаешь некое развитие. Наверное, так. Я тоже непонятно, блин. В Pinterest фотки выкладываю, то прошлый месяц 10 тысяч просмотров было, то теперь резко упали. То какой-то скачок на какой-то социальной сети выскакивает, потом резко падает по каким-то причинам. Вообще непонятно почему. Помню, в Твиттере у меня неплохо набор шел. Там по 30-40 тысяч просмотров было, когда Хасет стримил. Да Хасет, я не знаю, как болечка какая-то. Вроде аудитория ищет его данную игру, данную нишу. А залазишь с головой, потом, фу, вылезти тяжело с этой дряни. Ушел на юг от бухты, так, оставив свет богини позади, мимо логова зубами, костями и агнцев, минуя по пути вдали где-то в море остров, одиноко корабли. Блин, ну это Астракон, это вообще. Ну что, пробуем, друзья. Я даже, наверное, не подберусь, да, чтобы ваншотнуть тебя. Ну да.
А, понял. С первой попытки, ну. С первой, друзья. Ух. Ну, по мне, честно так сказать, олень опаснее был в разы. Здорово. Посмотрите. Так, ладненько, ладненько, друзья. Отправляемся дальше, значит. А чё я, стоп. Там синхронизацию не сделал. Непорядок, непорядок, вообще непорядок. По какой-то причине. Хотя там гавань есть, да? А где тут орелик-то? А, вот он. В общем, у меня как-то больше раскачка, я так заметил, против животных идет, но не против каких-то солдат. Да, лютых. В броне, щитами там. Так, ладно, теперь мы едем на... Куда там? Таусе. А где у нас Таус? Нет, не Таус. Это тут надо... Самоса. Самоса, Самоса, Самоса. Вот он, Самос. О, отлично, тут и гавань есть. Хорошо. И на Олимпийские игры. Не, а главное, на другом острове нашалил там, да, там подрался, там одного, второго. А разыскиваю себя по всей этой... Как это, по всему континенту. Розыск идет. Но это несправедливо. Охотнички. Мы еще, кстати, там таблички купили. Можем посмотреть, что для корабля нам надо с вами. Вот. Время на изготовку и 4 залпа. Качаем. А следующее что дает? 20 скорости стрельбы точными залпами. Это уже интересно. Ну там 5 табличек, ничего себе. А, тут уже без табличек идет. Круто. По-моему, корабль выше стал. И мне показалось. Занять свои места! Корабль в твоем распоряжении! Так, Варнава. Все со мной. Меджаи, спартанцы.
Эх, сейчас бы пушек бы, да? Бортовых-то. Ну, тогда их не было. Ну, все равно мы-то полубоги. Могли бы наколдовать. Малака. Так, а сколько у нас откупиться? Давай откупимся. Пока нам проблемы не нужны. Но пока что продуктивно, типа, по прохождению получается. Культисты, гиена. Сейчас еще некие новые земли. Новые какие-то квесты. Это что за островок такой у нас? Непонятно. А где причал-то у вас? Помилуй! Ты боишься? Что в этом странного? Посейдон испытывает агрессию. Лучше молись Афине. Афинию, говорит, молись. Статуя Посейдона. А, подожди, он же сказал, что статуя Посейдона находится... Статуя Посейдона находится на Самосе, а тут между Тассосом и Лесбосом, да, вот этими, Лесбос точнее, островами. Сейчас посмотрим. По словам Фиди, еще один скрытый символ можно найти на статуе Посейдона. Найти символ на статуе Посейдона на южных Спарадах, на небольшом островке к северу от Самоса. А, это вот как раз есть это тут. На небольшом островке к северу от Самоса. К северу это, то есть сверху. Хотя, по идее, вот небольшой островок. Либо вот. У нас это южная сторона. Ну да, это северная. Тогда плывем. На небольшом островке к северу. Статуя занимает половину острова. То есть мы должны увидеть ее, эту статую. Да, вон можно пришвартоваться. Гребцы, ну! Входим в нейтральные воды! Станем здесь! Пифагория. В смысле, Пифагория это страна отца, что ли, нашего? Здесь так тихо. В остальной Греции все иначе. Да, в остальной Греции все иначе. Да, сейчас я точку засинхронизирую. Мне вот в игре, честно, нравится чисто по текстурам, как вот скала здесь выглядит. Вот именно скала, не гора, а вот скала.
Так, сейчас ставлю отметку и на северную часть острова. Это нам Персидский залив, Черный лес. Это нам куда-то на небольшом островке к северу. Север у нас прямо по прямой. Ну да, я так думаю, что это вот здесь вот. Лучшее изображение дня. А, вот он, это Посейдон, статуя. Туда же уже указали игроки, видимо. О, мое почтение. Скоро отплываем! Капитан, мы тебя ждали! Иви Фрай, да? Ну, Иви Фрай не смотрится среди этой команды. У нее прям, ну, реально черный плащ. Если Меджай, Баек и Айва то смотрится, то это Иви Фрай вообще не смотрится. Член Иви Фрай. Ну, в плаще реально не по теме. А что она дает? Метательных копий, урон от горящих, 20 урона при низком здоровье. 12 к броне, 6 выносливость, появление слабых мест. Давай гелом поставим, хотя у нас девушек и так много. Мощность огня при использовании стрел. Во. О, нанял. А где он есть-то? А, вон. Свою свободную ячейку. Мы в открытом море, капитан! Сори. Блин, такой большой корабль по сравнению. Мы вообще какие-то прям малыши. А, ну тут мимо не проплывешь. Вот он, да, между двумя островами статуя Посейдона. Вот тоже, да, интересно, как они так делали? Они либо какую-то гору некую обтачивали, либо и из камня вот эти вот статуи, либо статуи где-то делали, а потом сюда привезли. Как это выглядело в то время? Сейчас мы подплывем. Возвращайся как сможешь, капитан! Львы. Вот это да! Фидий был прав. Скульптор изобразил Посейдона во всем великолепии. Ну да, супер. Сохранилось ли сейчас это? И там отдыхает, короче, король Лев со своим Прадо. Ух. Так, подожди, давай с головы. Угу. Нашел. Есть.
Братан, ты куда ты у меня все полез-то? Вот, теперь прыгай. Такс. Теперь задание у нас осталось одно, да, найти эту табличку. И мы, возможно, еще сегодня найдем некого культиста. Так. А, это все спартанские форты этого... Как он там? Полимархи. О, полимарха завалить. Так, ну это последнее, да? В западной части города победить на острове Тассос. А статуя Феогена. Тассос. Тассос здесь у нас. Вот он, культист. И аббат стоик какой-то. Плыть реально как бы много. И тут и нету никаких у меня причалов рядом, да? К сожалению. Ну что ж. Может быть, кстати, отсюда по прямой так вот будет и интересней. Да, тут есть причал. А тут у нас где-то... Либо через вот эти острова вот отсюда проплыть по прямой. Но это дольше. Это реально дольше. По-моему, выгоднее отсюда. Лес слез какой-то. Сейчас, подожди, дай хоть сохранить сделать. Львы это не хухры-мухры. Это не нерыси, которые на спине катаются. Посейдон следит за моряком. Пока Бог занят, осмотрим его храм. Пока он занят, осмотрим его храм. Покров ассасина. Трезубец Посейдона, йо. О, кстати, мне про это же говорили. Говорит, это, сделай себе трезубец Посейдона, будешь под водой плавать. Как Ихтиандр. Вообще, говорит, без проблем. А что он дает? Давай посмотрим. Трезубец Посейдона. 15 урон воина, 25 крита, дыхание под водой. Но если вторым слотом поставлю, будет ли он у меня работать, как бы, я не без понятия. Если будет, то супер. Урон воина, от огня 5 урона. А кто у нас тут поселился? Победа! Да, уже слабоватый лук. Чисто если в голову не бьешь, то урона вообще никакого. Свежая рыба. Каких-то пескарей из сундука достал. Кстати, помню, пескарей ловили тоже на костре, как-то жарили. Слишком костлявые эти рыбки. Прям слишком. Щуку тоже костлявая мне не нравится. Хотя уха из нее отменная. Карп, вот самый топ мне понравился, это карп. В духовочке запеченный. С картошечкой там. С перчиком.
готовы отплывать! У приказов, капитан! Так, плывем за последней табличкой и на Олимпийские игры. Вау! Так держать! Вау, говорит. Плывем на полной скорости! Ата-три-тату-татура. Я тоже спел. Друзья, пока плывем, я, с вашего позволения, сделаю 2 минутки. Остужусь. Ну, плыть нам реально далековато. Вот, я пока пройдусь. Дышу и вернусь. Тоже некая крепость. Мы входим в опасные воды! Ой, друзья, мы переплыли. Разворот. Ой, это кто такой? Команда, готовьтесь к бою! Готовьтесь стрелять! Стрелять по команде! Они хотят нас протаранить! А кто это такой? Стреляйте издалека! Позиции! А мы сейчас ему с горячих копий дадим.
Какой-то здоровый, друзья, корабль. Но он горит. О. Блин, я вам только половину снес. Может начаться бой. Продолжим приближаться. Замедляйте! Быстрей! Горят! А ну, шустрее! Они идут прямо на нас. Я реально, я не знаю, что это за корабль. Возможно, там некий культист сидит. Ну, что-то с такое. Можешь как-то здоровье тут прибавить? Не. Открытое море! Лучники! Вперед! Стреляйте! Вперед! Быстрее плывни с моря, капитан. У нас серьезные повреждения. Вот мерзавцев! Ловака! Они идут прямо на нас! Скорей! Капитан! Грибцы не могут быстрее! Мы скоро пойдем ко дну! Трындец. Это я еще спрятался. Не, корабль мне не по зубам. Обалдеть. У него еще грибцы очень хорошо гребут. При этом то, что у меня луки, блин, я не знаю, но это сложно. Не хватает тут дури корабля моего. Мощи. Скорей! Быстрей! Парус отдать! И опять плыть, ох. Надо было сохраниться где-то. Так, ладно, ладно, не страшно. Доплывем. Тассос, да? Да, Тассос. О-о-о. По 70 тысяч урона с горящих стрел. Ничего там получал он. А у него сколько, раза 2 или 3 он столько урона получил. А ему хоть бы что. А культист, а кто там может быть таким культистом-то жестким? Это вообще напевки где-то. Лакриды содержат подсказку. Сундук в сказной. О. Вот что надо искать. Впереди может быть опасно, капитан! Да не, мы сейчас где-нибудь высадимся. Так, западной части города победители на острове Тассос. Западная часть острова. Город победителя. Ну, это получается северная сторона, а не запад. А, западная часть города победитель. То есть где-то вот здесь вот. Представляете, быстрое перемещение есть, а я гребу. Можно так даже сделать. Видимо, я подплыл к этому острову, пока дрался, и пристань открылась. Сейчас мы призовем свой корабль.
Все, ребятки, стойте. О, уже заберите сокровища. Так, орла открываем, да, и город победителей ищем. В центре города. Как-то непонятно, даже статуя Феогена находится в Тассосе, в западной части города победитель на острове Тассос, в центре города Тассос. Тут же нету центра города. То ли в западной части, то ли в центре города. Ладно, сейчас найдем. Это не пенделикон, но мрамор отличный. О, да. До сих пор мрамором выкладывают. Плитка мраморная, там, и так далее. Так, а где орел? Вот он. Вершина. Тут 43 уровня. Проблематично. И главное, я этого корабля больше не вижу. А как он меня выследил-то? Так, курс у нас на центр города. Давай хотя бы сюда. Ты где? Понятно. Филя. О, пошел, пошел. Махай крыльями. Полетел. Давай. Убейте капитана, заберите сокровища. Здесь не рады. Попробую найти укрытие. Я вас не трогаю. Так, городишко у нас справа. Вижу. Чего? Школа сильных ударов? А, и тут еще пристань есть. В центре города. Ну давай куда-нибудь сюда, я не знаю. Центр города. Ну, раньше какие памятники ставили. Ну, сейчас, чтобы такой памятник поставить, вот такой вот простенький стоит 28 косарей. А чтоб тут такие вот. А, еще за каждую буковку говорят по косарю. Чтобы выгравировать. Или как там, гравировку сделать.
А чтоб такой здоровый памятник, так там вообще 1000 до 100 может дойти. Да, вот, собственно, нашли. О, кузнец. Обязательно. Значит, это тот самый могучий атлет Феоген. Сохранен на века. Сидит на заднице. Сидит на заднице. Куда? Куда закинул-то? Ребят, походу отсюда надо сейчас удрать, потому как тут и по уровню они тяжелые. А еще мы себе дурную славу наберем. Этих охотников. Ну вот, первый есть. А мне хотелось бы на Олимпийские игры вернуться. Че, прям на попе, да, статуя? Ну, давай. Нашел. Последнее. Вернусь к Фидию в Олимпию, и мы выясним, что все это значит. Прекрасно. Осталось только до кузнеца добежать. Только лучшие товары. Так, денег у меня немного, брат. Таблички, пожалуйста. Ой. Так, шкуры мне нужны. Шкуры нужны. Так, теперь что-то продать. Да, покупай. По улучшению кинжала 5900 можно накопить, а лук 7400. Ну это, блин, много. Все? Тогда Надо крепости какие-то бахать, деньги зарабатывать. Ладно, уходим. Подожди. Представляете, да, откуда мы плыли? Пойдем сейчас в Фавне сдадим эту шкуру гиена. Можно купить уникальное снаряжение, много другое. Да, я так, кстати, не потратил эти монеты. Ничего не покупал. О, барышня ждет. Рада нашей встрече. Вот, шкура гиены. Возьми. Ненавижу этих гадких трупоедов. Научись во всем видеть красоту. Верно. Они делают то, что заложено природой. Как и люди. Я добуду остальные шкуры. Что-то она больше не проявляет к нам никакой сентиментальности. Типа, проверьте меню снаряжения. Теперь вы можете изготавливать новый тип стрел, выбрав изображение колчана. О! Что у нас там за вид стрел? Не понял. Че в меню колчана? Выбрав изображение колчана, меню снаряжения. Угу. Это, видимо, они и есть, да?
Так, друзья, надо подумать. А, хилку я хотел прокачать. Точняк. И нам дали некий капюшон. 50 урона охотника от способности попаданием в голову. Это Артемида. Герой Греции. Ко всем видам устойчивости. Прикольно, да. Спартанский. Так, Артемида. А у меня есть еще что-то Артемида? Сейчас посмотрю. Странник севера. Перчаток точно не дали. Минус 50, короче, ко всем видам устойчивости. Не-а. А, вот, есть еще. Ахилл. 5 урона переходит в здоровье. Ну, спаги, наверное, тоже есть. Вот еще Ахилла вижу. О, да, Артемида есть. То есть где-то 3 комплекта. Так, ну мы, да, на Олимпийские игры идем. Ну вот опять предупреждение, что мы можем изготавливать новый некий вид стрел. Но я понимаю, что там ячейки есть, а где они? Стрела смерти, я говорю. Наверное, это и оно и было. Ну давай узнаем, кто там. Фидий! Блин. Напрасно я не поверил, что ты в беде. А вот и скитала. Теперь расшифрую послание. Я отомщу за тебя, друг. Можешь быть уверен. Блин, а его все-таки убили. Культисты, наверное. Потайную комнату можно найти на острове Гефеста. В центре озера рухнувших небес на острове Лемсон. Древней крепости, ну-ка. Лемнос. Так, где-то я увидел Лемнос. По-моему, вверху. Вот он, Лемнос. Ну, собственно, вот он и культист это, да? «49-й». Да я... Братан, давай попозже отомстим. $8000. 49 уровень, я не возьму его. Конец путешествия. Хотя, типа, можно попробовать, но это сейчас... Так, ладно, идем, игра в долгую. Тогда выполняем. Как игра в долгую называется, да? А вот она, игра в долгую. На, послушай, я не знаю, что она прислала мне какое-то. Леша сказал, что он вообще ничего этого не делал. Говорит, я в курсе, что кто-то заложил, наболтал на тебя. Один не понял, передал кому-то. Мир и без того хрупкий. Узнайте, что случилось с Алкивиадом. Это действительно был яд.
Но Алкивиад... Смотри, все тут померли. У. Так и есть. Яд. Его добавили в еду и вино. Запах странный, но еда свежая. А это? Список продуктов. Отрисованный Приаму пересечь яст, который подготовлен К этому Приаму. для пира. Так, а может противоядие какое-то найти? Там-там, тара-та-там. Вот это дискач, а у нас что-то там. Во. Спокойствие что-то, только спокойствие. Тараканы в голове, что-то пляшем. А тут есть какую-нибудь зверушку приручить в виде суриката или опоссума? Вот это было бы четко. А теперь... И знаете... Нужно поговорить. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Мне нужен не ты, а тот, кто тебе платит. Я с ним не встречался. Думал, что он хочет помешать им победить. Но потом увидел, что происходит, и понял, что это был яд. Я должен спасти друга, Алкивиада. Противоядие можно найти в крепости Короб. Короб. Виновный поплатится. Иди и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Хмырь, блин, там столько людей. Потравил. Он назад пришел. Иди не попадайся мне больше, и назад пришел. Так, а в Элиде? Так, Элида есть. В северной части долины Олимпии. Так, северная часть долины Олимпии. В крепости Короб. Но это что-то похоже на крепость. И северная часть, правильно? Хорош. Он не мог еще... О, прям так и лежи. То есть что получается? У нас игры закончились, да? Всех потравили, а мы теперь спасаем. Перемирие. Филипп, скакали. Как там ускорение-то? Так, Z. Давай. Вот это Олимпийские игры. На 3 часика уже затянули мы. Ну, интересно. Во, пошел, хорош, да, разгоняемся. На взлет. Так, стоп. Тормозни. Крепость Короб. Либо вот это, либо вот вон та. А, в этой я был. Тут эти влюбленные спрятались.
Есть. Это противоядие. И куча народу. Блин, еще афинские солдаты. Мне бы полимарха бы этого спартанского. Так, что мне карта тут хочет показать? А, что есть некий вход. Здесь бдительные стражники. Да, мы сейчас как амфибия. Дельфины. Друзья, чат-то что, работает? Что-то тишина такая. Позалипаем? Позалипаем. Сейчас, 5 секунд. Понятно. Так, это Мишанька писал, это мы читали. Опа, стоп. Нам надо с вами... Я вот что забыл. Нам надо с вами трезубец Посейдона же поставить. Ну что ж я, ну мы же нашли такой замечательный... О! Да, вторым слотом, если ставишь, что... Супер. Тоже работает. Да не, я что-то смотрю, это самое, что-то прям подзалипли и не пишет, никто ничего не спрашивает. Всем приветствие. Я сижу тут один бубню. Да не, приятного просмотра, Мишань. Ничего. Я сижу, смотрю. И все-таки, друзья, как бы я вас не спрашивал, все-таки получается Вальгалла правильно пишется, а не Вальхалла. А я думал, что Вальхалла. Хотя вы мне уже это, наверное, давали ответ. Раз 15. Так, что там у нас? Тихо. И сразу мы пришли к капитану в гости. Опа. Как бы тут не хотелось, как бы не было беды. Так это с такой же можно было бы смелостью зайти не плавать, а прям зайти через центральные ворота. Зажмите F. Ныряй! Ныряй, говорю. Нет, я пойду через другие, короче, потаенные места. Это бред с этой пещеры, я не знаю. Плывешь, вылез, энергии никакой с двоечки начинать бить. Да, их тут и так полно. Хотите по-настоящему сложных испытаний, посетите арену в Певке и сразитесь с самыми свирепыми бойцами. Вот, нам туда, кстати, и надо.
Где это я? Вы что, серьезно, что ли, мы с пещеры будем начинать? И вы мне кепку дали? Я понимаю. А, тут еще есть некие. Вот так и оставим. Нет, стой. Вот, тут сейчас бы сюда бы капитана бы, водичку бы. А мы-то с этим, с трезубцем. Сейчас, ребят, я 2 минутки. Послушай, что мне там учитель прислал, а то люто интересно, жена все хохочет. Сейчас. Блин, жалобы вообще смех только.
На ребенка нажаловали, что он понюхал антисептик. Что в этом такого? В школе берешь в руки, понюхал, там помазал, побрызгал. Может, там какая-нибудь вода простая, не септик. Жалоба. Что в этом мире творится? Тихо, 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 тихо. Так, ладно, давайте, что-то мы тут... Капитанов-то нам долго надо, да, будет бить? А эти нас могут увидеть. Пока вроде никто не видит. Капитан. Так, 3 адреналина есть. Так, а тут сигнальные огни тоже, видимо, да, имеется. Вижу рысь. Смотри, смотри, пошел, пошел. Да уберись, картинка. Тихо, тихо, спокойствие. И уходим. Не уходим. У нас еще адреналина с вами набралось. Прыгнуть вниз сразу, 3 сверху заметит. Да, сверху заметит, плохо. Может быть, сверху начать тогда их шинковать? Вон тех. А? Поехали. Я прибью тебя. Ловушечку можно? Стой, а у нас... У нас там рысь. Но только рысь-то я уже убил. Меня нашли. Ты какая ты мышь-то? Я так хорошо все начал. Ты что будешь делать? Я же выплыл. Я тут уже всех переубивал. Блин, ну как так-то? Ну что с этим огнем-то не так? Прям жарит, палит.
Сегодня за стрим уже такое второе происшествие. Начинаешь все гладко, сладко проходить, и тут пришла, блин, пожарница. Государство полагалось на наземную армию Спарта. Так, а можешь просто попробовать откупиться, чтобы они меня не... Нет, а я не могу откупиться. Но она говорит, спасибо, я поняла. Но я прям высказал, я серьезно, уже заколебали эти стукачи-то, блин, школьные. Че он там сделал, че он не сделал, и ты как это колышет. Блин, братан, ну ты еще... Не, молодец, крепкий. Может, отнесем трупы как-то, а? Да нет, тут всех не спрячешь, все равно найдут. Да, награда повышается потихоньку. Надо рысь призывать. Ну, кто-то пойдет сюда проверку. Меня тоже от наемников бомбит. Блин, ну вообще такие прям подлецы. Я не знаю, как их обозвать. Ну типа... Ну поймайте меня где-нибудь на просторах там, да? Нет, они вот именно под шумок приходят и... начинают еще больше тебе усложнять задачу. Тут, в принципе, хватает задачи вот... Полимарха капитанов убить. Они же реально плотные такие бойцы. Так, присели. Вот.
Каждое убийство вызывает, типа, наемника, да? Награда за меня растет. Возможно, мне надо просто сейчас полимарха найти и... Как в одной из крепостей, когда убиваешь полимарха, типа, он, походу, награду за тебя повышает, ну, за твою голову. Вот, а сам полимарх... Это не он, да? Я даже не знаю, ну кто-то вот из них. Так-то понятие растяжимый кто-то из них. Попробуй-ка доберись. Ну, вариант только если он там освободить. Пускай пока рысь гоняет. Он за мной охотник уже идет. Чё за фигня? Блин, подкрепление сейчас прибудет. Да, тут проблематично. Попробуем тех двоих сначала тогда убрать. Пускай успокоятся. Все, заметили. Давай, давай, рысь. Хорош. Конечно, убегает. Так. Я бы сейчас вообще еще отошел бы, да сохранился бы на всякий случай. Ого! Полную грудь ему. Да, ребятки, да вы хорош. Ты посмотри, во сколько тут. Пошли, ладно, драться. А, между собойчик, хорош.
Вот, заканчиваются стрелы. Я принял. Я понял. Сейчас мы сделаем немножко стрел. Так, это письмена. Я иду за противоядием. По тайной комнате в крепости на Лемносе. Вот. По тайной комнате на Лемносе. Да, и отправлюсь. Представляете, сколько наемников тут сейчас повалили? 4, да, уже где-то. Так, где кирпичик? Хорошо бы, чтобы вот этот полимарх был. Да, это полимарх. Так, уровень опасности у нас как? Да вроде никак. Немножко осталось. Что-то комбинацию не продолжил. Ты где там? Ого! Хорош. Простой боец, не капитан. Капитаном быстрее отваливаются, чем простые бойцы. А, вот оно, некое сокровище и последний боеприпас, да? Да чтоб тебя-то! А то помню, у меня последний боеприпас сжег и сам еще сгорел. О, посох царский, ну. Давай. Все сочистили. Так, что там я не собрал? Ну, отлично, отлично. Справились, друзья, справились. Вау. Пойдем, братюни. Убивайте культистов, убьем. Сейчас нам надо хотя бы 45, я не знаю. С 40-м на 49 лезть. Это ж какие мне там должны быть криты-то? Братан, держи, ты последний, по-моему. Противоядие. Варнау с ним.
Дайте вина, чтобы перебить вкус. Дайте вина, говорит. Средство, достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Так быстро? Кажется, тебе осталась одна схватка. А, Олимпиада. Идем. Царский посох, афинский посох. Тут, блин, все в посохах. Панкратион. Пойдем. Ну, Фобос. Святилище Олимпии. А что это они факел побросали, смотри. Побросали, потом подбирает. Пытайте себя! Твой новый соперник — Дарей. Он ведет свой род от самого Геракла. Пора в бой. Я готов. Уже бился с олимпийскими чемпионами? Нет, но я не отступлю. Ну, по тебе видно. Ты даже маслом не натерся. Обойдусь без масла. Слов больше драк. Маслом, говорит, не натерся. Зачем? Ну, борьба, ладно, масло, а драка-то? Че, чтоб удар скользил? Покончим с этим. За Зевса. Мы знаем, что вновь прибывший показал себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли он чемпиона Дариэя! Ты полюбишь бой. Если хочешь жить, старайся лучше. Победа! Да! Тихо, тапочек. У меня ж тапочек слетел. Тапочек Ахиллеса. Боги были снисходительны к ним, к нашим атлетам. Но Это все игры? победитель будет лишь один. Спарта! Твоей будет вечная слава! Так, если вам нужны материалы, разберите свое старое оружие и доспехи. Да, я этим занимаюсь. Греческие атлетки, перчатки. Еще 24 тысячи опыта. Новое задание — кровавый пир. Что это такое? Поговори с Мирин перед тронным залом. Это уже некая сюжетка пошла. Ну мы-то с вами пока, подожди, не в сюжетке.
Всех членов Союза убей их. Пелопоннесского. Это этих культистов, да? А культистов я всех не найду. Что там за наемники? Во, 7 лет в спартанских условиях. Плохо то, что команду одну можно только выбрать, к сожалению. Поставим атлетов греческих. Так, 12 воина от яда урона. Вот это, кстати, прикольный лук. Общий урон от яда и плюс воина. Но, опять же, яда там нет никакого. Мне хотелось бы что-то с ядом. Список угощений для пира адресованы при Аму. А, это то, что он отравил. Трезубец, дубина. Нет, трезубец, я думаю, можно уже таскать с собой на постоянку вторым слотом. О, к мощности стихии рукавица из темного металла. И убийца причем. Ну так-то да. Так-то поинтереснее будет. Если есть ярость, то 10 урона в режиме ярости, видимо, и 25 мощности стихии. А это еще сильнее яд будет бить. Охотник по попаданием в голову, венец 49-й. «50 сила крита, ноги 42-е. При низком уровне здоровья и при полном уровне здоровья. Плюс 50 урона крита. Ботинки бойца». Представляете? У вас сила крита всегда на 50 в плюсе. При полном, при низком, какая разница? Какие там, подожди, ботинки. 42-е, то есть мне надо какой-то уровень поднять, да? Так, а где мне теперь этих-то найти? Пелопоннесского союза, убей всех. Культистов. Завершите серию заданий между двух миров. Хранитель. Выполнение задачи прийти ко мне, дай обед. Алексиус сам того выполнил контракт, возможно, он просто оказался в нужном месте в нужное время, а может кто-то из тех, кто попал ему под горячую руку, уже насолен, теперь ему осталось лишь забрать вознаграждение. То есть я где-то когда-то кого-то убил, что ли? И тем самым выполнил контракт. Конечно, заберем. По сути, мы можем на соседний сейчас остров сплавать и убить там, по-моему, бык. Находится. И Фавне еще одну шкуру принести. Хайре, я могу чем-нибудь помочь? Мистей, ты слышал об атлетах, которые повторяют подвиги Геракла? Мне кажется, ты бы тоже справился. Пробовал драться со львом? Ха! Я бы закончил до обеда. Непонятно только, что делать после. О боги, ты так вдохновляешь. А, мы волка убили, по-моему. Уверена, ты бы убил льва, и волка, и медведя. Ты можешь перебить всех тварей на свете. В лучах твоей славы впору купаться. Хочешь, чтобы я убил зверя? Да, нужно убить волка.
Можешь больше не волноваться. Я уже все уладил. Вот твоя заслуженная награда. Спасибо. Я довожу дела до конца. Неплохо. Уходи. Мать тут рыбы наготовила, и все, дикие звери приходят к ней в гости. ГГшечки, да, Мишанька. Мишанька, да? Да. Слушай, ну что, подожди, мне как по заданию с Мирин поговорить? Я бы, конечно, мне было бы интересно вот этих Пелопонесского союза убить всех. Клубу дыма над поражением войны пристально глядели покрасневшие глаза культистов из союза Пелопонесского. Небольшой группы. То есть это культисты, правильно? И получается сам культ. В обществе Гетер. Сок уступит с морского сражения, если ослабить обсидиановые острова. На острове Кетира помогите местным жителям. Вот еще один культист, кстати, на острове. А мы как раз-таки на этом острове Кетира. То есть надо помочь местным жителям. Сколько каких, пока без понятия. Но, возможно, где-то узнаем. Давай. Слабаки, нас не остановить. Что такое-то? Ты словно дар самой Афродиты. Что тебе помочь? Мойры. У нее хороший вкус. У нее отличный вкус. Я, правда, не знаю, кто это. Богиня была щедра. Мне есть чем похвастаться. Как и тебе. Всегда любила обаятельных. Эти, видно, не из их числа. Драться умеешь. Впечатляет. Я хоть и жрица Афродиты, но укусить могу. Больно укусить. Нападать на жрицу — дерзкий шаг. Ты, видимо, того стоишь. Я Диона, обычная прислужница Афродиты. Это отребье из культа космоса. Во. Не в первый раз на меня нападает. Культ? Расскажи все, что знаешь. Быстро. Не здесь. В городе безопаснее. Проводишь? Да. Идем. Когда доберемся, расскажешь мне все, что знаешь о... Я бы тут и не прочь залипнуть. Пойдем. Вина возьмем. А миска? Проклятое отребье! Всех перережу! Да блин. Все, вперед. Там, правда, еще один за мной идет. Ты что ж так долго-то заряжаешь-то на двоечку, и мне...
Как же меня огонь этот шайтаном плавит. Проклятое отребье! Всех перережу! Сейчас, правда, может еще на меня кто-то напасть. Слушай, а может попробуем откупиться? Пока что бежим, чтобы проблем не было. А то я так попросту не добегу. Сейчас начнется драки там. Блин, прям вообще сижу весь теку. Хотя не жарко. У меня даже окно открыто, мне жарко очень. Здесь безопасно. Рассказывай. Станет нападать в стенах города. Хорошо. Расскажи мне о них. Сейчас? Дай хоть перевести дух. И как следует налюбоваться тобой. Хватит болтовни. Расскажи все, что знаешь о культе. Как пожелаешь. Мы давно следим за культом. В последнее время они осмелели. О, Мойры! Из-за них моя сестра, верховная жрица, заперлась в своих покоях. Убить такое публичное лицо без участия верхушки культа невозможно. Мы имеем дело не с мелкими сошками. Сестра велела защитить Китеру от... Будь здоров. Опасно, опасно, не чихай. Мудрый ход. Что-то там, но я прослушал. Твоя сестра умна. Не так и хорош ее план. Меня чуть не убили. Досадно, но план все же хорош. Тогда помоги нам защитить Китеру от культа. О, Мойры! Ты видел, что может случиться. Одна я не справлюсь. Защитить Китеру? Это стоит денег. Воистину мистий. У культа есть планы на Грецию. Используя свои методы, я смогла узнать их суть. Думаю, эти сведения тебе пригодятся. Если они не удовлетворят тебя, я смогу. Да. Давненько я не... Причащался богам? Не беспокойся. Деньги за услуги ты тоже получишь. Умеешь торговаться. Ну, что требуется сделать? 3 простых задачи. Так. Моему другу в порту нужна помощь. Навести его. Что еще? Сестра полагает, что в наших рядах есть предатель. Ей понадобится помощь. Найдешь ее в храме. И, наконец, мы, жрицы, предпочитаем отравленные клинки. Но разбойники ограбили наших травников и укрылись в Микенских руинах. Если это не культ, то обычные воры. Найди фиалы с ядом. Они пригодятся в сражении с культом. Так, давай по порядку. Найти твоего друга. Спроси смотрителя порта в таверне Гавани Скандея. Он будет отвратительно пьян. Круто. Этот храм, где он? На дозоре Афродиты, на холме. Найдешь верховную жрицу в ее покоях. Как мне найти руины? Они к югу от города и к северу от Гавани Скандея. Фиалы с ядом должны быть в сумке. Она, вероятно, будет в сундуке. Будь с ней очень осторожен. Сделаю, что смогу для тебя и Китеры. Спасибо, Мистий. Возможно, после мы сможем немного развлечься. Приоритеты Диона. Увидимся. Мусерка Гефеста. Так, это уникальное строение, расположенное к северо-западу от бухты Пандора. Посетите, чтобы узнать о новых рангах гравировки. Бухта Пандора.
Друзья, мне главное не забыть бы это. Бухту Пандора. Ну чё, зачем он идет? Фу, слава богу, он ушел. Что-то новые запасы здоровья увеличено. Охотника убийца упадет на 3700. Ну-ка, дай-ка я попробую. Убийца упадет на 3700. Я вот эти вот хотел. Где он? Такой урон 63 тысячи. Эту. Многовато. Воина урон убийца. Это Артемида. Ну давай предположим, да, что-то поменяю. Сейчас проверю, посмотрю. Тут пока менять ничего не будем. Тут. Пять секунд длительность отравления. Попадание в голову охотника. Это я точно не одену. Ну, предположим. Что-то какой-то состряпал некая движуха в талантах. Узнайте новую способность. Какая-то гравировка. Так, что тут еще есть из пассивного? Вспышка не надо. Выберите способность, чтобы использовать, призвать на помощь члена команды. Двигайтесь быстрее, Гермеса, замедляние. Время. Вне боя вы почти невидимы. Маскировка перестает действовать при движении. Быстро тратит адреналин. Тень. Да нафиг она нужна, эта тень. У меня так все в порядке. Удары невидимой мощи. Нажмите R. Зависящий от типа оружия требуется ячеек 3. Что-то качать. Мне так нормально. А, это огонек, кстати, на огненной перейти. 1200 урона. Слушай, давай вот эту вот возьмем на двоечку. Постреляем. Так, а где она? Подожди. Где она задание-то дала? Куда мне идти-то? Так, это не то. Тоже не то. Вот, остров Китира. Сожрицы о предателе. Найти предателя среди... Давай вот это сначала. История служанки, да? А где это бухта Пандора? Что это? Где это? Тассос, Лесбос, Македония, Кефалиния, Ахея. Бухта Скандея. Атол какой-то. Чё-то я все равно не понял. Гидрея. Ребят, что за бухта Пандора? Это что за остров? Ладно, будем потом смотреть. Какие-то кузницы Гефеста. Вот. Кузник Гефеста там находится.
Может, где-то здесь? Ладно, в баню потом будем искать, если пригодится с этими татуировками. Я понял, что там типа больше, чем 15%, видимо, можно заточить шмот, оружие. То есть, если так, я еще тут по 15, там по 20 бывает, по 25, да, там, если попадается. То есть, я хочу сам заточить, надо какого-то кузнеца, в общем, топовского искать. Не везет? У меня есть решение. Ой, это воровство! Подняли немножко себе плохой репутации на охотников. Чего? Да мне ресы нужны. Я сейчас какой-то сет немножко другой поставил. Ай, ты сейчас бы одел бы урон убийцы, ладно. По доспеху. Вот урон убийца. Жрица, открой дверь! И ты убьешь меня! Сова идет. От кого ты? От Дионы. Я твой друг. Зачем эта дурочка прислала Мистия? Она должна сама выполнять приказы, а не нанимать других. Итак, среди твоих людей есть предатель. Сейчас никому нельзя верить. Что тебе нужно от культа? Я жажду справедливости. Они разрушили мою семью и ответят за это. И я покараю их. Ради семьи люди готовы пойти на многое. Культ должен ответить за многое. Я позабочусь об этом. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить кое за кем, и... Она пропала. Верно. Но меня волнует не она, а сведения, которые она добыла. Принеси их мне. А какие у вас отношения? Любишь сестру. Что произошло между вами? Я старшая, и поэтому у меня больше прав и обязанностей. А Диона злопамятна и завистлива. Она хочет ослабить мое влияние. Считает, что была бы лучшей верховной жрицей. Ясно. Но мы сестры, и я люблю ее. Жаль, что она завидует мне. Где лучше начать поиски? Она должна быть в окрестностях Китеры. Помнится, где-то в Чё, опять что ли краях написано? есть дом. Вдруг она укрылась там. Начну оттуда. Напомни, куда нужно идти? К дому за пределами города. Возможно, она там. Ты получишь сведения, добытые служанкой. Славно, не пожалеешь. Поторопись, ступай к холму паломников. А, уже можно, да, найти? Холм... Ой, холму Пало... Да подожди ты, мне не карта. Так, там крепость. Может, это она? Она не могла покинуть границы Китира. Она направляется на юго-восток от храма Афродиты в сторону холма Половников. От храма Афродиты? Возле оливковых угодий. Так, тут мы и дрались.
Так, это не то. Где мы храм-то находили? Вот. На юго-восток. Это значит, она куда-то сюда направляется. Оливковое угодье. Нет, на юго-восток неправильно, наверх. Это я на северо-восток показал. А нам на юго-восток. Он где-то рядом. Нашел. Ну, сначала, видимо, придется подраться. Фига ты читерная. Завязывай. Как она так ножиком-то владеет? Смотри. И сейчас еще лук. Еще 9 наемников надо поймать. За городом не так много мест, где может скрыться служанка. Похоже, Да. она здесь. Нормас. Так, а служанку, походу, тут уже и поубивали, да? Не верь Мойрам. Адресовано Верховной Жрице. Она должна узнать об этом. Записка служанки. Так, все собрали, да? Верни записку в дозоре Афродита. Тише, тише. Так, это задание не там. Ну, что насчет служанки? Ее убили.
Это как-то связано с запиской. Она гласит: «Не верь Мойрам». И все? Остального не видно под пятнами крови. Чушь какая-то. Она защищала ее. Была причина. Теперь мы не узнаем, есть ли среди нас предатель. Но исключать такую возможность нельзя. Дела хуже некуда. Помоги Дионе. Сделай Китеру безопасной. Да как бы мы этим и занимаемся, да, по сути. Так, следующее. Помочь какому-то там. Сейчас будем смотреть. Не, вот это классно про убийцу. Вот наручни. В режиме ярости, стихии, это прям супер. Сапоги мне тоже понравились. Крита охотника. Ну тут надо какую-то татушечку получше еще замутить. Ну капюшон такой себе на самом деле. Охотника, попадание в голову. Тут лучше, конечно, от кинжалов поставить убийцу. Отравление. Адреналин за удар. Ну, 50 стойкости это вообще. Ладно, оставлю пока такой доспех. Чуть-чуть осталось и конец. Чуть-чуть осталось и конец. Воины-убийцы. Ладно, поставлю-ка я свой лучше тогда змеиный комплект. Не буду. Соберу какой-то сет, я думаю, или что-то наподобие. Так, по заданиям. Давай смотреть. Ну, хотелось бы, конечно, всех культистов поушибать. Да, всех вот этих легендарных зверей половить также. Вот, поговорить с смотрителем порта. Так, еще корабль у нас. Тут очень много скорости. Тут вообще 5 табличек. Снижение урона при подготовке. Восстановление гребцов. Члены команды. Корабляк в броне членов команды. Я думаю, вот это вот надо качать. Не, реально, если брать в отдельности каждый остров и выполнять задания, ну, конечно, много ты чего можешь достигнуть. И по уровню, так в целом. И в прокачке. Ну, что интересное, что они тебя приводят к неким навыкам. Как они там? Стелла, по-моему, называется, да? Ты получаешь навыки. Копье я так и не прокачал до 5 уровня. Ну, вот сейчас занимаемся. Добыванием Порта, верно? культистов. Я же сказал, что заплачу. Я от Дионы. Я здесь, чтобы помочь. Дионы? Так. А ты кто? Я помогаю ей. В обмен на сведения. Ложь. Признайся, тебе от нее нужны не только сведения. Скажи, что нужно сделать? Ну да, не только сведения. Тебя лучше выйдет. Мне культист нужен. Если честно, думаю, да. Что ж, хочешь выслужиться перед Дионой? Последнее время нам стали досаждать солдаты. Они держат на охраняемом складе наемников, судьба которых ей не безразлична. Их нужно спасти. Попробую, но ты должен заплатить. Такие перчатки в этой... Кожа змеи, что ли, у него, да? Смотри. Но у меня есть вопросы. Зачем нужно спасать узников? Ходит на измену. Зачем это Дионе? Мнительная верховная жрица велела брать под стражу всех подозрительных людей. Но эти наемники занимались своими делами. У наемников редко бывают свои дела. Ну, Диона хочет, чтобы они сражались за нее. Дай угадаю.
Она доверяет лишь тем, кого можно купить. Именно. Ну и еще мне. Еще мне, говорит. У тебя к Дионе какие-то чувства? Мы возлюбленные, и именно я помогу ей расправиться с врагами. Я обещал ей это в обмен на... Зачем я тебе это говорю? Мне плевать, что ты думаешь о нас. Она просто использует тебя. Я ее любовь. Что ж, повторяй это почаще. Этих сведений хватит. Приготовь для меня деньги. Справишься, приходи. Если выберешься из лагеря. Хорош. Я, говорит, ее любовь, а мне просто обещали отдых. Вот так вот. Нашел. Это он. Так, а кто это? Подожди. Вот он где. Так, узников держат в бухте Скандея, что на Кетире. Они находятся на охраняемом складе в части бухты Скандея. Слушай, Мишаня, а ты не в курсе, где это кузница Гефеста или как она там? Где татухи на... Ну, эти, как они, татухи, гравировки сильнее усиливать? Что-то я смотрел по карте, ничего не понял. В общем-то, смотри, гравировки какие-то усиливать, говорят, ищите. Гефеста, кузница Гефеста, вот. Какой-то бухте, но не Скандея, какая-то другая бухта. Где тут кузница Гефеста? Самос. Я типа, нет, я не буду заморачиваться. Найду, не найду, так и ладно. Не помню, по-моему, в Македонии. Македония. А, ну я там и не был нифига в этой Македонии. Там. Я и на Ахее не был. Ахея, по-моему, правильно. На Лесбосе не был. Хиос. Лемнос. Все, Мишань, понял. Спасибо. Ну, хоть хотя бы какая-то наводка. То есть в любом случае я бы нашел бы. Рядом точка обзора. Ладно. Сейчас я 2 секунды, это, ребятки, налью чайку что-нибудь, а то у нас еще часочек по стриму. Это пещера. Это пещера. Ну, кузница я понял. Хотя, я думаю, надо квесты выполнять, чтобы туда прийти. Сейчас я подойду. 2 секунды.
Я чтоб чаек не разлить. Это самое, ребят, завтра я буду на стриме, но, возможно, завтра чуть попозже стримский подруб будет. Надо съездить, помочь. Вот. Так что, ну, с утра я не успею. Это мне надо в часов 6 утра вставать и заводить стрим, чтобы успеть до обеда. Лучше, я думаю, где-то после 2 я подрублю. Никто не заметит. Подрублю, да, где-то после 2, часам 3, вот так вот. Не хочу умирать здесь. Выпусти. Беги. Так, братан один ушел. Выпусти меня, пока стража не вернулась. Ой, хорошо как. Случайно на... На кузню случайно наткнулся. В каком-то там заливе. Ну, типа... Это уже, возможно, так, ближе к высоким уровням. Доберусь. Благодарю. До этой кузни. Медузу Гаргону. Медузу Гаргону? О! Задания нет на нее. Найдем. Google в помощь. Меня хотят казнить, но я ни при чем. Сейчас, брат. Сейчас. Уж не знаю, как тебя благодарить. Тяжелый афинский нагрудник. Ну-ка, что это такое? Воина-убийца от тяжелого клинкового оружия. Так, пускай пока будет. Так, сожгите припасы. А, там сокровища. А, вот они, припасы. Еще где-то сокровища. Кстати, сет хороший дают за победу мифических созданий. Ну, мы всех пока не сможем, мне кажется, завалить. Создание. Сет персе. Мне Ахиллеса... Нет, не Ахиллес. По-моему, Ахиллеса, да, понравился. Который переводит урон здоровья. Как по мне, это, ну, имбово на самом деле. Ты можешь хилку вообще, в принципе, не качать, ее брать. А хилиться то, что набьешь по урону. А по урону ты неплохо набьешь. Тот же лук там можно, он огненный поставить. Или там ядовитый, как тебе удобно. Так, вернитесь. Если нужно, подскажу, где они. Кто? А, эти создания. Но одну я знаю, где остров. Это точно.
Он недалеко от этой Кетеры. Там, по-моему, бык находится. А там еще одно останется. А, Минотавр испытание вроде бы. Сейчас, секунду, я даже гляну. На Миссаре это соседний остров. А это у нас вепрь. Вепрь это получается второй, что ли, вепрь, кабан. Которого вы говорили, сложный. Это у нас где-то в Элиде. А, и плюс минотаврические подвиги. Ну это певка. И в певке еще один культист, кстати. Я еще до того острова не добрался. Освободил узников в лагере. Их было 3. Ты уже всех спас? Да, 3. Во всей своей лысой красе. А ты полезнее, чем кажешься. Значит, справишься с еще одним заданием. С убийством. Слушаю. У врагов Дионы войска на атолле Китра. Оттуда они собираются совершать атаки на Китеру. Уничтожь этих подлых крыс. Звучит трудновыполнимо. Я должен в одиночку пробраться на кишащий врагами остров? О, неужели новый боец Дионы трусит? Полегче. Довольно болтовни. Трусит, говорит. Убей их капитана. Его люди будут в смятении. После этого перебей остальных. Займешься этим? Считаю, он уже мертв. Что еще расскажешь? Я поведал достаточно. Просто убей его. Расскажи, что ты знаешь о культе. Какой культ? Разве капитан не культист? Да хоть сам олимпиец, мне плевать. Диона говорит, он хочет отомстить за ее Вообще. отказ. Очевидно, что мы с ней сможем быть вместе, только избавившись от него. А ты здесь не за тем же? Хочешь заполучить ее? Я здесь ради свержения культа. Жрица меня совсем не интересует. Хватит рассказывать мне про этот культ. Перед Дионой не устоит никто. И что за дурацкое название? Там циклопа, медуза, минотавр. Жестко. Как скажешь. Где я могу найти капитана? Около затонувшего корабля на севере атолла Китра. Нам удалось Атолла Китра. корабль, но мы так и не перебили команду. Он и его люди будут наготове. Как добраться до атолла Китра? Плыви на юг от южного края Китеры, увидишь обломки корабля. Я все выяснил. Закончишь, пришлем тебе мешок драхм. Прекрасно. Уйди, проваливай, и не смей даже близко подходить к Дионе. Да не-не-не. Или я... Просто уйди. Так. Хорошо, разорвать оковы. Порядок на атолла Китра, да? Так, а где это? Вот на атолла Китра. Поплыли. Сейчас я буду смеяться, если наоборот это Диона или там ее сестра культист. Хотя старшая сестра говорит, типа младший мне завидует, но такое себе. А этот пытается какого-то капитана. Она, видимо, ему отказала в его чувствах к ней. Наконец-то! А этот пытается избавиться от того самого капитана. Нагнать скорости! Идем на таран! Отдать паруса! Быстрее!
Сейчас, Михась, а то мне ветер в уши дует. А вот корабль разбитый. Я не помню, тут культистов вот только главу и Деймос. Ну, смотри, я посчитал, чтобы улучшить копье Леонида и получить какие-то перки. Там второго ранга, что ли. Тут чуть ли не всех культистов надо поубивать. Ну, это по-хорошему. Там 22 куска, короче, найти. И, кстати, тут почему-то морские бои не понравился. Морские бои здесь не понравились. Да и бог его знает. Вроде ничего так, таран туда-сюда. Но это же Древняя Греция, это ж сколько лет-то? В то время не было там всяких пушек, ядер, мортир. Вот где мортиры, я не помню, что это за частью, там прикольно было. Когда мортирами бахаешь. Black Flag, может быть? Это явно не культисты. Скорее, богатые наемники. Да, я говорю, вот такое чувство, как будто Диана сама что-то там. Или вот этот ее любовник. Смотрелся на Dying Light 2, так ностальгия поперла по Far Cry 5. Смотри, и квест пропал. Deadline 2 так ностальгия поперл по Far Cry 5. Far Cry 5 мы, я думаю, начнем. Начнем когда-нибудь. Сейчас только с этим разберемся. А по поводу Far Cry я что-то не понял. Это самое. Вроде как уже 6-я часть там вышла, уже все прошли. А мне в рекомендациях выплывает этого Гидеона. Проходит там Far Cry. Недавно серия какая-то вышла. Мира 1 в 1. Думаю, что там вышло новое? 6-й части. Прорисовка мира 1 в 1. Вот, вот, улучшить копье мне надо еще 20 кусков найти. Представляешь? 20 кусков, народ. Это ж... Греция пещер. А, это уже яд, подожди. Найди сумку с ядом. Так, это она? Чтобы вырвать китир. Лес добавляют. А, там DLC добавляет. Это, по-моему, Far Cry, если я не ошибаюсь, в 3-м какой-то Драгон, что-то там. Добавили. Тоже какой-то DLC. Ну, DLC нет, ну, это на вкус и цвет, ну, серьезно. Вот про Ведьмака ничего не могу сказать, классный DLC. Про Метро, 2 полковника, супер. Ну, даже пускай история Сэма тоже, я не пожалел, что, скажем, приобрел. Ну, не знаю, такие вот памятные, скажем, да, в которые ты действительно прям окунаешься. Как по мне. Ого. Зерно, пшеница. Какие-то кораллы. А что тут? Стой. А, вон. Да, у меня трезубец, могу плавать теперь. Сколько душе угодно. Под водой. Что-то я быстро классал, что не успел прочесть.
Короче, какую-то гравировку нашли. Пещера Агила. То есть этот капитан, это получается никакой он нафиг не захватчик, Кетиры тем более. Тут просто была банда наемников. Теперь осталось узнать. Он говорит, заплатим. К нему надо бы вернуться. Где он здесь? Попробовать ему это все дело спросить или доложить. Теперь Микенские руины. К югу от города Кетира. Мы закончили. Проваливай. Мы закончили. Проваливай. Блин, здорово. Я тебе выполнил твой квест, а ты мне... Говорит, я тебе драхму дам, мешок. А он меня... Говорит, иди отсюда. От города Кетира. Так, Микенские руины находятся к югу от города Кетира. К югу от города у нас находятся, ну, возможно, вот эти вот руины. Холм, дозор. Это склад. Храм Афродиты, крепость. Крепость не то. О, да, возможно, вот эти руины. Куда ты пошел-то? Ну, Филипп опять залип. Пора в путь. Да, это они. О, вижу. Я уже, кстати, в Альгале думаю, вот будет у меня некая зверушка ездовая. Назову ее Яхонтовой. Какая пума жестокая. Как домовенка какого-то. Или Кузи его. Кузьмич. А, тут типа вход, пока они спят, может пробраться. Бегите. Я, наконец, свободна. И побежала с криком, они спят. Зачем кричать-то? Что-то он меня завис тут. Яд. Орудие труса. Отнесу Дионе. Орудие труса? Хорош-то пол игры с ядом бегает. Ты не кричи ты. Пол игры с ядом бегает. Побег на стадион такой бодрячок. Скоро ты умрешь!
Такой бодрячок. О, это супер. Свежий воздух. Сколько ты, Мишань, пробегаешь? Километр, 2? Вот, отнесите яд Дионе. Я говорю, походу она культист. Это Диона. Убили неких наемников, принесли яду. Делаем все к... Блин, рысь. Делаем все, чтобы она добыла ингредиенты и избавилась от каких-то... От какой-то угрозы, которая... Застой долгий, то 3 километра один раз, а потом 5 километров. А по времени как у тебя уходит? Я сохранюсь, я сейчас подерусь. А знаю, проходил. Там, смотри, не все так очевидно. Опа, вертуха на мне. Из 40 минут. Да чтоб тебя, ну. Все. Смотря как еще бегу. Ага, понял. Я освободил наемника. А рядом волк стоит. С капитаном. Отлично. Культу был нанесен серьезный удар. А ты все соблазнительнее. Что-то еще? Сестра передает привет. Культу говорит. Что удалось узнать об этом предателе? Есть доказательства, что предатель есть. Там сложно очень. Похоже, в храме предатель. Но она не знает, кто. Она лишь получила записку «Не верь Мойрам». Интересно. Как говорит сестра, доверять нельзя никому. Спасибо, Мисти. Буду начеку. Что-нибудь еще? Вот и сумка травника. Теперь мы сможем быть уверены, что жрицы готовы к битве. Спасибо, Мисти. Я все сделал. Теперь что? Встретимся у моей виллы. Мои лазутчики сообщат, что им удалось узнать. У меня осталось еще пара дел, но... Если у нас останется время... О, Мойры, как сладко. Мы его проведем. О, Мойра. Нет. Самое главное сейчас — культ. Встретимся на вилле. Клянусь. Можно легко ошибиться. Когда-нибудь ты не устоишь передо мной. Нет, я серьезно, я что-то уверен, что она это культ. А где вилла-то? Просто космос. Взято несколько заданий. Так, давай смотреть, куда там, где у него вилла-то. Один из необычных квестов.
Типа, понимаешь, она кого-то завалила возле памятника. Говорит, надоел мне этот культ. Откуда она узнала, что это культ? И типа, она что, такой изящный боец, чтобы всех наемников, что ли, убивать? Потом начинаю помогать я, но, типа... Выполнен контракт, возможно, он оказался в нужном месте. Короче, она отводит от себя подозрения, вот я что хочу сказать. Мы кому-то контракт выполнили. Вот, поговорите. Пойдем на виллу. Мне кажется, они убили возле памятника какого-то наемника. Да, и когда она увидела нас, типа, сказала, что это культист. Ой. Ну и продолжением всему этому мы помогли, так скажем, культу. Сами того не подозревая. Но ты сейчас поймешь это. Да, я надеюсь, что пойму. Я копейщиков уже ненавижу. Опять какой-то квест выполнил. Глава Гидры. Еще кого тут, короче, прижал. Ой, ты какая, ой, прелесть. Так, заходишь и все. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Так, подожди. А, о. Да, в общем, еще что-то выполнил. Какого-то предводителя.
А мы можем, кстати, проверить, по-моему, по культистам. Нет. Мы ждали тебя. Следуй за мной. Мне велено присмотреть за тобой до ее появления. Твои плечи, должно быть, устали. Я помогу тебе расслабиться к приходу Дионы. Давай посмотрим. Может, останешься ненадолго? Да, почему бы нет? Или подождет. Что ж, а я не смогу. Пошли в мой весенний сад. Мойры! Ты чего там? Не верь Мойерам, было сказано. Да, и довольно давно. Ловушка. Диона говорила о докладе лазутчиков. Где они? Диона не вернется. Малака! Прекращай этот спектакль, жрица. Покончим с этим. Дионе ты больше не нужен. Умри! Удача покинула тебя. Тети, какие они бойцы-то мощные. Ну-ка, стоп. Я сейчас... Они когда краснеют, их нельзя, типа, бить, потому что, ну, я не пробью. Ну, вот так вот, Диона. Спасение. Ну, попытка номер 2. А, давай мы выберем лучше, не надо. Жрица в опасности. У нас нет времени. Пожалеешь. Что ж, я позову лазутчиков для доклада. Диона говорила... Диона не... Малака! Поехали. Прекращай этот спектакль, жрица. Покончим с этим. Дионе ты больше не нужен. Умри! Один на один. Ой ты. Точно в цель. Все забываю, что у меня единичка. Роднулечка, да, что там? Роднуль, сейчас вообще не вовремя. Говорю, не вовремя. Так, а куда она, наемник повержен? А куда она ушла-то? А, вон, 30 метров. Сейчас я тебе дам, Пеппин. Я просто делала, что велено. Диона сказала привести тебя в сад. Ага. Веди меня! Почему они напали? Они напали. Я их освободил. Диона обвела тебя вокруг пальца. Капитан, которого ты убил, был человеком ее сестры. А ядом хотели отравить тебя, если ты начнешь мешаться. Я покажу этой змее, что такое опасность. Почему Диона так поступает? Она культ. Диона ненавидит сестру. Всю жизнь завидует ей.
И ради власти она примкнула к культу. Не думала, что она так далеко зайдет. Вот так вот. Я убью предательницу. Она убьет верховную жрицу у алтаря к северу от храма. Поторопись. Алтарь? Славно. Сегодня я принесу Афродите жертву. Ты доверяешь своему отражению? Ах ты, мышь. Нет. Мышь. Да. О, ромашка вообще, да ты, да. Да, лиса, да. Меня тут копьем тыркает. Так, карта. К северу у алтаря. Какой нафиг алтарь-то? Подожди. А, вон. 500 метров. Может, там что-то поближе есть? Да, есть поближе. Моря бороздят опаснейшие корабли. Найди и уничтожь их, чтобы получить эпические награды. Да, там был один корабль, я его не смог потопить. В любом случае, сегодня неплохо. И культистов несколько убили. И Олимпийские игры, и какие-то... Как ее там? Гиена, да, гиену. Так, ну где-то. А он. Диона, где она? Верховная жрица. У алтаря Афродиты. Прямо по дороге. Спешу. Близнецы? Не двигаться, или прирежу обеих! Слава Мойрам! Они хотели обвинить тебя в моей смерти! Убей Диону! Она Диона! Злоба и зависть привели ее в объятия культа! Трындец. Мою сестру! Что за чушь? Она Диона! С помощью культа она рассчитывала сама стать верховной жрицей! Не верь, Мистий! Это их последняя ловушка! Кто говорит-то? Ребят, я не знаю, кто там. Будем мы это самое... Ух ты, Мойра, блин. Давайте, да, я, наверное, все-таки следующим стримским продолжу. Вы должны узнать. А на сегодня мы закончим. Да, время уже к 5 часам стрима идет. Надо бы и... Честь знает, да, отдыхать. Узнаем завтра. Да, завтра приходите, кому что было интересно, залетайте. Завтра продолжим. Узнаем, кто. Ребят, спасибо всем, спасибо, что забегали. Завтра продолжим. Всем удачи, всем добра. С вами был Мишаня. Пока.